Хорошо, добро пожаловать всем в веб-программирование на Python и JavaScript. Меня зовут Брайан Ю, и в этом курсе мы погрузимся в разработку и реализацию веб-приложений. На лекциях у нас будет возможность обсудить и изучить многие идеи, инструменты и языки, которые занимают центральное место в современном веб-программировании. И благодаря практическим проектам у тебя будет возможность взять эти идеи и применить их на практике, разработав несколько собственных веб-приложений, кульминацией которых станет окончательный проект по твоему собственному выбору. В течение семестра мы рассмотрим ряд тем в этом мире веб-программирования, начиная с HTML5 и C3, двух языков, которые играют центральную роль в понимании веб-страниц. HTML — это язык, который мы будем использовать для описания структуры веб-страницы. А C — это язык, который мы будем использовать для описания стиля веб-страницы, цветов, шрифтов, макетов и интервалов, которые делают веб-страницу именно такой, какой мы хотим ее видеть. После этого мы обратим наше внимание на JIT — инструмент, не специфичный для веб-программирования как такового, но который мы можем использовать для контроля версий наших программ, чтобы отслеживать различные изменения, которые мы вносим в наши веб-программы, и чтобы мы могли работать над различными частями веб-приложения одновременно, прежде чем объединить эти части обратно воедино. После этого мы рассмотрим Python, один из первых основных языков, который мы будем изучать в ходе курса, язык, который мы собираемся использовать для создания наших веб-приложений. В частности, мы будем использовать Python, используя фреймворк под названием Django. Django — это платформа веб-программирования, написанная на языке программирования Python, которую мы собираемся использовать для упрощения проектирования и разработки наших веб-приложений. Django, в частности, упрощает разработку веб-приложений, которые взаимодействуют с данными. После этого мы обратим наше внимание на SQL, язык, который мы можем использовать для взаимодействия с базами данных. В частности, рассмотрим, как Django позволяет нам использовать модели иммиграции для взаимодействия с данными и позволяет пользователям взаимодействовать с данными еще проще. Далее мы обратим наше внимание на второй из основных языков программирования, который мы будем изучать в этом классе — JavaScript. И рассмотрим, как мы можем использовать JavaScript для запуска в веб-браузерах пользователей, чтобы сделать веб-страницы немного более интерактивными. В частности, мы будем использовать JavaScript в контексте пользовательских интерфейсов, рассматривая современные пользовательские интерфейсы и исследуя, как эти интерфейсы работают, и как мы можем разрабатывать эти пользовательские интерфейсы с помощью комбинации Python и JavaScript. Далее мы обратим наше внимание на тестирование и CI/CD, или непрерывную интеграцию и непрерывную доставку, которые являются инструментами, которые мы можем использовать, и лучшими практиками программного обеспечения, чтобы убедиться, что мы способны проектировать и разрабатывать код более эффективно. И тестирование, в частности, гарантирует, что, внося изменения в наш код, мы не нарушаем существующие части нашего веб-приложения, убедившись, что у нас есть целый набор тестов. Это мы можем использовать для того, чтобы наше веб-приложение всегда вело себя так, как должно. И, наконец, мы обратим наше внимание на масштабируемость и безопасность в интернете, думая о том, что происходит по мере роста нашего веб-приложения. По мере того, как все больше и больше разных пользователей начинают использовать наши веб-приложения, как нам сбалансировать нагрузку между этими людьми. И что нам нужно изменить в нашей базе данных, чтобы множество пользователей могли подключаться к нашему веб-приложению одновременно. Более того, мы рассмотрим последствия для безопасности при разработке наших веб-приложений. Что может сделать противник, если мы не будем осторожны? И как мы должны активно проектировать наше веб-приложение, чтобы убедиться в его безопасности. Но сегодня мы начнем наш разговор с HTML и C, двух языков, которые являются основополагающими для понимания веб-страниц и того, как веб-браузеры могут отображать эти веб-страницы. И мы начнем с каждого HTML или языка гипертекстовой разметки, который является языком, который мы можем использовать для описания структуры веб-страницы, всех кнопок, текста, форм и других частей веб-страницы, которые пользователь в конечном итоге видит и взаимодействует с ними. Наша самая первая HTML-страница будет выглядеть примерно так. Мы напишем текстовый код, который веб-браузер, такой как Safari, Chrome или Firefox, сможет просматривать, анализировать, понимать и отображать пользователю. Так что давай взглянем на эту страницу по строчке за раз и поймем, как это работает. Даже если ты не совсем понимаешь все нюансы синтаксиса, вероятно, есть пара вещей, которые бросаются тебе в глаза. Ты мог бы заметить название слова, которое, вероятно, отражает название веб-страницы, например, которое в данном случае выглядит как слово «привет». А затем еще ниже мы видим, что у нас есть основная часть веб-страницы, которая, похоже, содержит слова «Привет, мир». Так как же на самом деле будет выглядеть эта веб-страница? Что же, давай взглянем на нее. Мы пойдем дальше и откроем текстовый редактор. Ты можешь использовать любой текстовый редактор, какой захочешь. Но для этого курса я буду использовать код Microsoft Visual Studio. И я собираюсь открыть новый файл, который я просто назову Hello. HTML. Внутри Hello. HTML я собираюсь написать тот же HTML-код, который мы видели мгновение назад. И мы объясним каждую из этих строк в свое время. Но вспомни, что у нас был заголовок страницы, в котором говорилось что-то вроде «Привет», а затем текст страницы, где мы говорили что-то вроде «Привет, мир», например.
Так что это наша самая первая HTML-страница. И если я пойду дальше и открою эту HTML-страницу в качестве своего открытия Hello HTML, например, внутри веб-браузера, я увижу примерно следующее. В теле страницы я вижу слова «Привет, мир». И если ты заметил здесь, в верхней части моего веб-браузера, я вижу строку заголовка, где у меня есть заголовок этой страницы, который в данном случае представляет собой просто слово «Привет». Так что это наша самая первая веб-программа, которую мы смогли разработать, используя только HTML. А теперь давайте более подробно рассмотрим, как именно работает эта программа. Вот и снова веб-страница, на которую мы только что смотрели. И это самая первая строка здесь, дактипы HTML. Это то, что мы могли бы назвать объявлением дактипы. Это способ сообщить веб-браузеру, какую версию HTML мы используем на этой конкретной веб-странице, потому что в зависимости от версии HTML веб-браузер может захотеть отобразить другую информацию или ему может потребоваться немного по-другому проанализировать страницу. В каждой версии HTML был немного другой способ обозначения этой версии. Но эта строка здесь, дактипы HTML, это наш способ сказать, что эта HTML-страница написана с использованием HTML5, последней версии HTML. После этого наша HTML-страница структурирована как серия вложенных HTML-элементов, где HTML-элемент описывает что-то на странице. И у нас могут быть элементы, которые находятся внутри других элементов. Каждый из этих элементов обозначен тем, что мы будем называть HTML-тегом, заключенным в эти угловые скобки. И прямо здесь мы увидим начало HTML-тега, что означает, что это начало HTML содержимого нашей страницы. Внизу под этой косой чертой HTML означает, что это конец HTML содержимого страницы. А между ними находится фактическое HTML содержимое страницы, которое может включать другие HTML-элементы. Ты также можешь заметить, что в этом HTML-теге мы указали то, что будем называть HTML-атрибутом, некоторую дополнительную информацию, которую мы предоставляем об этом теге. В частности, мы придаем ему атрибут lang, или язык, который равен n или английскому. Это просто говорит веб-браузеру или любому, кто смотрит на HTML этой страницы, что эта страница написана на каком-то языке, и язык, на котором она написана, английский. А это полезно, например, для поисковых систем. Когда они просматривают множество разных веб-страниц, пытаясь выяснить, на каком языке написана каждая веб-страница, мы можем просто сообщить поисковой системе или любому другому, кто просматривает страницу, что эта страница написана на английском языке. Теперь внутри HTML текста страницы у нас есть ряд различных элементов, которые будут описывать то, что мы хотим видеть на этой странице, начиная с заголовка веб-страницы, в котором описываются материалы. Не в основной части веб-страницы, в той части веб-страницы, которую видит пользователь, а в другой информация о веб-странице, которая будет полезна или полезна для веб-браузеров. Например, одна важная вещь, которую должен знать веб-браузер, это как называется веб-страница. И здесь мы снова видим тег заголовка, обозначенный словом title в этих угловых скобках, за которым следует конец тега заголовка, обозначенный косой чертой перед заголовком. А между двумя тегами заголовка находится слово «Привет», что означает, что в названии этой страницы должно быть слово «Привет». И это вся информация, которая у нас будет в заголовке страницы. Мы добавим туда больше информации позже, но пока все, что нужно знать веб-страница, это то, что у нее есть заголовок, а заголовок — это слово «Привет». Далее идет текст страницы, опять же обозначенный тегом body и заканчивающийся тегом с косой чертой body, что означает, что это конец текста страницы. А тело страницы, опять же, это всего лишь видимая часть страницы, которую может видеть пользователь. А чего мы хотим внутри тела страницы? На данный момент нам нужен просто текст «Привет, мир». И это та информация, которая будет отображаться, когда кто-то посетит эту веб-страницу. И это все, что на самом деле есть на этой HTML-странице. Мы указали в заголовке, что название страницы называется «Привет». А внутри тела мы говорим, что на странице должны быть слова «Привет, мир». И если вы хотите визуально подумать о том, как структурированы все эти HTML-элементы, иногда может быть полезно подумать о HTML-странице в терминах древовидной структуры, которую мы называем внутри тела. Мы говорим, что на странице должны быть слова «Привет. Мир, мальчик, которого я люблю». Вот, например, как на самом деле может выглядеть дам для этой веб-страницы. Здесь слева HTML-контент, который мы видели мгновение назад. А здесь справа дам, объектная модель документа, древовидная структура, которая описывает, как все эти HTML-элементы связаны друг с другом. Итак, мы начинаем здесь с HTML-элемента. И этот родительский элемент, так сказать, имеет внутри себя два дочерних элемента, элемент head и элемент body,
Как мы можем видеть здесь, мы находимся внутри HTML. У нас есть раздел Head и раздел Body. И отступы здесь, которые мы включаем в HTML-текст, не являются строго необходимыми. Веб-браузеру все равно, какой это отступ. Но кому-то, кто читает страницу, может быть полезно просто увидеть отступ, чтобы визуально понять, что заголовок находится внутри HTML-элемента, а тело тоже внутри HTML-элемента. Итак, внутри головного элемента у нас есть титульный элемент, а внутри титульного элемента просто текст, слово «Привет». И точно так же внутри элемента тела у нас также есть некоторый текст, текст «Привет, мир». Так что размышления о HTML и HTML документах с точки зрения этой структуры могут быть полезны для понимания того, какие HTML-элементы находятся внутри каких других HTML-элементов. И это облегчит нам рассуждение об этих страницах позже. И особенно по мере того, как мы позже переходим в мир JavaScript, JavaScript сделает его еще более мощным и даст нам возможность фактически изменять части этого DOM. Но мы обязательно доберемся до этого в свое время. А теперь давайте рассмотрим некоторые другие распространенные HTML-теги и HTML-элементы, с которыми мы можем взаимодействовать на нашей веб-странице. И мы начнем с того, что подумаем о заголовках HTML, таких как большие баннеры в верхней части страницы, например, какой-нибудь заголовок, описывающий, о чем страница. Так что я зайду в свой текстовый редактор и создам новый файл, который назову headings. HTML. А структура этой страницы будет очень похожа на те страницы, которые мы уже видели раньше. Так что я начну с того, что просто использую hello. HTML, набери текст и вставь его сюда. Я изменю название страницы. Вместо «Привет» мы назовем это заголовки. Но сейчас в тексте этой страницы я хочу чего-то немного другого. Я собираюсь внутри текста страницы использовать элемент h1 и сказать, что это заголовок, например. Итак, h1 — это тег, который я могу использовать для создания большого заголовка в верхней части моей страницы, например, для заголовка страницы. Так что если я открою headings HTML, я мог бы увидеть что-то похожее на это, большой заголовок в верхней части моей страницы с надписью «Это заголовок». H1, где H означает заголовок, а 1 означает максимально большой заголовок. И на самом деле HTML дает нам множество различных тегов, которые мы можем использовать для создания заголовков различного размера. Так что, например, я мог бы также сказать h2, внутри которого я говорю, что это заголовок меньшего размера. Если h1 самый большой заголовок, то h2 второй по величине заголовок. Так что если я загружу эту страницу, например, то теперь я увижу h1 в самом верху. Это большой заголовок. А затем под ним я вижу заголовок поменьше h2. И оказывается, что есть также h3, h4, h5, вплоть до h6, который является самым маленьким заголовком, так что если я загружу эту страницу сейчас, у меня будет большой заголовок, меньший, а затем вот самый маленький. Так что мы часто можем использовать эти теги h1, h2, h3 просто для визуальной организации текста внутри страницы. Если мне нужно название страницы, но также мне нужны названия для каждого из различных разделов и подразделов, которые также могут содержаться на этой странице. Так вот, какие это заголовки. А теперь давай также взглянем на некоторые другие элементы, которые мы, возможно, захотим добавить. На веб-страницах мы видим не только заголовки и не только текст, но мы также можем видеть списки, например. Например, если вы когда-либо использовали программу «Список дел», например, на веб-странице, вы можете увидеть список вещей, которые вам нужно сделать. Или на других веб-страницах могут отображаться списки информации. А оказывается, что в HTML есть два основных типа списков. Мы заказали списки вещей, которые находятся в определенном порядке, например, товар номер 1, товар номер 2, товар номер 3. И у нас есть неупорядоченные списки для списков, которые не имеют какого-либо определенного порядка. Так что просто маркированный пункт, маркированный пункт, маркированный пункт, например. И то, и другое довольно просто в использовании. Я пойду дальше и создам новый файл. И мы назовем это lists. HTML. И снова в лист. HTML я скопирую ту же структуру из hello. HTML. У нас снова будет даг типа HTML просто для указания версии HTML. Большая часть заголовка одна и та же. Я просто изменю заголовок с «Привет» на списке. А затем мы заменим основную часть этой страницы, чтобы показать здесь другую информацию. Так что позволь мне сначала показать, как может выглядеть упорядоченный список, что-то в чем есть цифры 1, 2, 3. Упорядоченный как HTML тег — это просто all для упорядоченного списка. Так что я могу добавить тег с надписью all. И теперь внутри моего элемента OL, моего элемента упорядоченного списка, мне нужен новый элемент для каждого элемента списка. Элемент списка мы собираемся сократить до просто li. Итак, тег li в HTML — это то, что мы собираемся использовать для обозначения элемента внутри HTML списка. Так что здесь, например, я мог бы сказать li, а затем первый элемент. Тогда я мог бы сделать то же самое, li второй пункт, а затем снова li третий пункт. Итак, у меня здесь есть несколько элементов,
а затем элементы, вложенные в другие элементы. У меня есть упорядоченный элемент списка, внутри которого находятся 3 других HTML-элемента, 3 элемента списка, каждый из которых указывает на каждый из отдельных элементов, находящихся внутри моего HTML-списка. Теперь я могу открыть это, открыв lists HTML. И это то, что я вижу. Я вижу упорядоченный список, где у меня есть пункт номер 1, первый пункт, второй пункт, третий пункт. Обратите внимание, что на самом деле мне не нужно было нигде в HTML указывать номер 1, номер 2 и номер 3. Когда мой веб-браузер читает, что это должен быть список заказов, мой веб-браузер, в данном случае Chrome, просто добавляет эти цифры для меня, потому что он знает, что означает упорядоченный список. И он знает, как взять HTML-код, который я написал, и отобразить его так, как я предполагаю для пользователя. Теперь в дополнение к упорядоченному списку, в котором все номера 1, 2, 3, у нас также есть неупорядоченные списки, которые представляют собой просто маркированные пункты информации. Так что я мог бы наверху добавить еще немного контента на эту HTML-страницу. Я могу сказать, что здесь неупорядоченный список. И точно так же, как упорядоченный список, который мы представили, используя тег OL в HTML. OL означает упорядоченный список. Аналогично мы можем использовать тег UL в HTML для создания неупорядоченного списка, U для неупорядоченного. Итак, мы собираемся добавить тег UL. И опять же мой текстовый редактор автоматически добавляет сюда закрывающий тег, эту косую черту UL, означающую конец неупорядоченного списка. И многие текстовые редакторы сделают это прямо сейчас, просто чтобы вы, программист, не забыли это добавить. А теперь внутри этого неупорядоченного списка у нас снова будет несколько элементов списка. Также используя тег li, вот один элемент. А вот еще один элемент. А вот еще один элемент. Если я сейчас обновлю страницу, я все еще нахожусь на лист HTML. Теперь я вижу, что поверх моего упорядоченного списка у меня есть неупорядоченный список, где каждый элемент вместо того, чтобы быть пронумерованным 1, 2, 3, вместо этого помечается просто маркированной точкой, маркированной точкой, маркированной точкой, где каждая из этих маркированных точек и каждый из этих пронумерованных элементов является элементом списка или элементом li. Так что, надеюсь, теперь мы можем видеть, что по мере того, как мы начинаем изучать эти различные HTML-теги и вкладывать HTML-теги друг в друга, мы можем создавать в результате все более интересные веб-страницы. Так что давай теперь рассмотрим, какие еще типы веб-страниц мы можем создавать, используя другие типы HTML-элементов. В дополнение к спискам вы можете себе представить, что одна из важных вещей в интернете — это не только отображение текста, но и отображение других типов мультимедиа, таких как изображение, например. Так как же мы можем это сделать? Ну, я могу, например. Давай вернемся в мой текстовый редактор. Позволь мне создать новый файл, который я назову image HTML, который будет содержать некоторый код для отображения некоторых изображений. Я пойду дальше и перейду к hello HTML и скопируйте этот текст на страницу, опять же измените заголовок на изображение. А теперь внутри тела я добавлю новый тег под названием изображение. И у тега изображения есть пара обязательных атрибутов. Помни, что атрибуты — это то, что мы видели раньше, например, добавление lang равно n в верхней части моей страницы, чтобы указать, что эта веб-страница написана на английском языке, например. А в теге изображения есть пара обязательных атрибутов, которые мне нужно добавить. В частности, когда я показываю изображение на странице, мне нужно указать, какое изображение я на самом деле хочу отобразить, например. Поэтому я мог бы указать, что rc-изображение, сокращение от источника, будет равно тому, какое изображение я на самом деле хочу отобразить на этой странице. И так получилось, что внутри моей папки, где у меня есть image HTML, у меня есть изображение, называемое cat JPEG. Так что я просто уточню cat JPEG как имя файла изображения, которое я хочу отобразить. И оказывается, что у изображений также есть второй обязательный атрибут. В дополнение к имени файла или ссылке на любое изображение, которое я хочу отобразить, мне также нужно предоставить альтернативный текст. Текстовое представление того, что вы собираетесь увидеть на изображении, потому что в некоторых случаях некоторые веб-браузеры могут быть не в состоянии правильно отобразить изображение. Ты мог бы представить, что произошла какая-то ошибка при рендеринге изображения, или у кого-то медленное интернет-соединение, или кто-то использует программу чтения с экрана и поэтому не может увидеть изображение на самом деле. Нам нужно какое-то текстовое представление этого изображения. И поэтому я предоставлю какой-нибудь альтернативный текст. Какой-нибудь альтернативный текст, который можно использовать для замены изображения на случай, если по какой-то причине мы не сможем отобразить изображение. И альтернативный текст, который я буду использовать в этом случае, будет просто словом кошка, например. И это все, что мне нужно. А теперь обратите внимание, в частности, что в этом теге изображения есть что-то немного другое по сравнению с другими тегами, которые мы видели раньше. В том смысле, что у него нет закрытия. Пометка в том смысле, что у тела было начало тела и конец тела,
У нашего упорядоченного списка было начало упорядоченного списка и конец неупорядоченного списка с элементами списка между ними. На самом деле нет смысла, чтобы изображение, например, имело начало изображения и конец изображения, а также какой-то контент между ними, потому что изображение — это всего лишь один HTML-элемент, внутри которого на самом деле ничего не может быть. Так что в этом смысле нам на самом деле не нужен закрывающий тег изображения. Тег изображения самозакрывается. У него есть свое собственное начало и конец. Так что мы можем просто сказать, что хотим, чтобы изображение было здесь, то есть cat. JPEG с альтернативным текстом, состоящим только из слова кошка, например. Так что теперь, если я открою image HTML, мы увидим, что загружается довольно крупное изображение кошки. И я могу прокрутить его и увидеть все изображение целиком. Конечно, эта фотография кошки, вероятно, больше, чем я хотел. Наверное, когда мой пользователь посещает эту веб-страницу, я не хочу, чтобы ему приходилось прокручивать страницу до упора вправо, чтобы увидеть кошку целиком. Так что я действительно могу добавить дополнительные HTML-атрибуты, чтобы изменить размер отображаемого изображения. А позже мы увидим, что можем использовать CI для того, чтобы сделать то же самое. Но на данный момент я могу добавить дополнительный атрибут и сказать, что позволь мне дать cat. JPEG — это тег изображения, еще один атрибут, который в данном случае я буду называть просто шириной. И я скажу, что ширина будет равна 300, потому что я бы хотел, чтобы это изображение было шириной, например, 300 пикселей. Так что теперь, если я обновлю эту страницу, я увижу, что появится то же самое изображение кошки, за исключением того, что теперь оно отображается ровно в 300 пикселей шириной. Так что я могу добавить дополнительные атрибуты, дополнительную информацию, чтобы управлять тем, как будет выглядеть HTML-элемент. В данном случае я хочу контролировать его ширину, и он автоматически уменьшит высоту, чтобы убедиться, что изображение также пропорционально. Сейчас в интернете, помимо простого отображения информации на одной странице, страница также часто содержит ссылки на другие страницы. На самом деле, это одна из главных важных ценностей интернета — возможность переходить с одной страницы на другую по этим ссылкам. И поэтому одна вещь, которую мы могли бы разумно захотеть сделать, это добавить несколько ссылок на нашу страницу, где, если вы нажмете на что-то, вы попадете на совершенно другую страницу. Так что давай рассмотрим пример этого. Я создам новый файл на основе hello HTML, и я добавлю, что lang равен английскому для пущей убедительности. И я назову этот новый файл link HTML, где здесь мы собираемся попрактиковаться в создании некоторых ссылок на нашу HTML-страницу. Я скопирую содержимое hello HTML, еще раз позвоните по этой ссылке. Для того, чтобы создать ссылку, я собираюсь использовать тег, называемый тегом a, сокращенно от тега якоря. А тег a использует один важный атрибут, который называется href, для ссылки на гиперссылку, которая будет указывать, на какую страницу я хотел бы перейти. Так что если бы, например, я хотел, чтобы когда пользователь нажимает на эту ссылку, он переходил на google.com, то я бы установил атрибут href этого тега равным google.com, например. Тогда внутри тега я бы указал, какой текст я хочу отобразить. Какой текст должен видеть пользователь, чтобы при нажатии на этот текст он попадал на веб-страницу. В данном случае я просто скажу что-то вроде «нажмите здесь», например. Теперь, если я открою линк HTML, это то, что видит пользователь. Они видят синюю ссылку с надписью «Нажмите здесь». И когда пользователь нажимает на эту ссылку, он попадает на google.com. И оказывается, что мы можем использовать этот атрибут href не только для ссылок на разные веб-сайты в целом, но и для ссылок на разные страницы одного и того же веб-сайта. Так что, например, если бы я хотел перейти по ссылке на страницу с кошками, которую я создал мгновение назад, вместо ссылки на google.com, я мог бы вместо этого просто сослаться на image HTML. А теперь, если я сохраню это и обновлю, или если я открою линк HTML, опять же, теперь я вижу ссылку «Нажмите здесь», где, когда я нажимаю «Нажмите здесь», я попадаю на эту страницу image HTML, у которого случайно оказалась та фотография кошки, что была раньше. Таким образом, используя эти теги привязки и атрибуты href, мы можем связать вместе несколько страниц. Так что если у нас есть веб-сайт, на котором много разных веб-страниц, мы можем соединить их все вместе, используя комбинацию этих различных ссылок. Теперь, когда мы увидели изображение, ссылки и списки, какие еще HTML-элементы мы могли бы добавить на нашу веб-страницу? Ну, одна вещь, которую мы, возможно, захотим добавить, это такие вещи, как таблицы, просто другие способы отображения информации. Так что давай создадим таблицу и посмотрим, какие HTML-элементы мы можем использовать для этого. Поэтому я вернусь сюда в свой текстовый редактор, создам новый файл под названием table.html. Используя тот же начальный HTML-код, мы назовем эту страницу таблицей. И теперь внутри тела этой страницы есть несколько различных HTML-элементов, которые нам понадобятся для создания таблицы.
таблицы. Потому что, как вы можете себе представить, таблица действительно состоит из нескольких частей. У нас есть наш большой стол, но каждая таблица на самом деле представляет собой просто последовательность отдельных строк таблицы. И каждая из этих строк на самом деле представляет собой просто последовательность отдельных ячеек данных внутри этой таблицы. И вот та структура, которую мы себе представляем, таблица, состоящая из отдельных строк, где каждая строка состоит из отдельных ячеек. Это именно то, как мы собираемся представить эту таблицу в HTML. Мы собираемся начать просто с таблички. Она будет представлять всю эту таблицу целиком. Но внутри таблицы у нас могут быть разные части. У нас может быть заголовок таблицы. У нас может быть основная часть таблицы. Так что, чтобы представить это, я добавлю заголовок. Это будет означать заголовок таблицы, материал в верхней части таблицы, который может указывать, например, на то, что означает каждый столбец таблицы. А давай посмотрим, какие столбцы мне нужны. Ну что же, давай продолжим и добавим несколько заголовков таблиц, которые я могу представить, используя тег THH для заголовка. И может быть, я хочу, чтобы на этой веб-странице отображалась информация о различных океанах, например. Так что, может быть, у меня есть одна колонка для океана и другая колонка, заголовок другой таблицы для средней глубины этого океана, и заголовок другой таблицы для максимальной глубины этого океана. И это будет самый первый ряд этой таблицы, заголовок таблицы. Но в дополнение к заголовку таблицы у нас есть также основная часть таблицы. Так что под заголовком я включу body, тело основной части таблицы, где будут все мои данные. И это тело будет состоять из отдельных строк таблицы. Так что у меня может быть ter, что здесь означает строка таблицы. И внутри этой строки таблицы мы добавим несколько отдельных точек данных внутри таблицы. Итак, внутри строки моей таблицы у меня будет одна точка данных таблицы, или TD, для табличных данных, например, с надписью «Тихий океан». Затем другие табличные данные, в которых указано 4280 метров. А затем еще одна для максимальной глубины Тихого океана, которая составляет 10911 метров. И на самом деле эти три заголовка таблицы в верхней части страницы «Океан, средняя глубина и максимальная глубина» на самом деле, вероятно, должны быть в отдельном ряду. Потому что самая первая часть таблицы, которая также является «Мальчик-греби». Так что я пойду дальше и добавлю ter, сокращение от строки таблицы, а внутри этого ter поставлю эти заголовки. Я пойду дальше и добавлю еще одну строку, просто чтобы мы могли увидеть, как это выглядит. А затем мы взглянем на страницу и вернемся к этому коду. Я добавлю еще и Атлантический океан, средняя глубина которого составляет 3646 метров, а также максимальная глубина 8486 метров. Поэтому, когда я открою Table HTML, а теперь вот что я собираюсь увидеть. Я увижу табличное представление данных. Это уже не просто одно за другим. Это структурировано в виде таблицы. Теперь, конечно, нет никаких границ. И я, наверное, мог бы добавить немного цветов и интервалов, чтобы это выглядело немного приятнее. Но я вижу три столбца: океан, средняя глубина и максимальная глубина, где это самая первая строка, что мы могли бы назвать заголовком таблицы. Самой верхней частью таблицы, которая определяет, что означают все столбцы. Внутри заголовка этой таблицы находится одна строка таблицы, содержащая три ячейки табличных данных: океан, средняя глубина и максимальная глубина. Тогда под этим заголовком таблицы, выделенным жирным шрифтом, находится тело таблицы или элемент body, внутри которого у нас было две строки, одна для представления Тихого океана, другая для представления Атлантического океана. А затем у нас были ячейки данных в каждой из этих строк для представления каждой отдельной ячейки, расположенной в этой таблице. Так вот, как в конечном счете выглядит эта страница. И давай еще раз взглянем на HTML, просто чтобы понять, как все эти теги взаимодействуют друг с другом. И не нужно запоминать все эти теги прямо сейчас, постепенно, по мере того, как вы начнете создавать HTML-страницы. Вы начнете лучше знакомиться с тем, какие HTML-теги вам доступны. И, конечно же, все эти HTML-теги — это вещи, на которые легко ссылаться, если вам нужно их найти. Очень полезно иметь возможность посмотреть что-то вроде «Как мне создать таблицу в HTML», и тогда ты сможешь увидеть, какие различные теги тебе нужно будет добавить, чтобы сгенерировать таблицу, которую ты ищешь. Но, опять же, просто вкратце, здесь у нас есть элемент таблицы, внутри которого находятся два дочерних элемента T и body. Внутри каждого из них находится одна или несколько строк таблицы, представляющих использование ter. Внутри каждого из них находятся три ячейки табличных данных, представляющих использование TD. И поэтому, используя эти вложенные теги, элементы внутри элементов внутри других элементов,
мы смогли построить нечто гораздо более сложное, чем просто маркированный список. Мы смогли построить целую таблицу, в которой также есть информация. Но в конечном счете наши веб-страницы должны быть веб-страницами, которые не просто отображают информацию, но и позволяют пользователям каким-то образом взаимодействовать с этой информацией. Например, вы можете себе представить, что на домашней странице Google, например, она не просто неизменна. Там есть поле, в котором я могу что-то ввести. И в любое время, когда пользователи могут вводить данные на веб-страницу. Мы обычно называем это формой или каким-либо местом, где пользователь может заполнить форму, чтобы предоставить информацию на веб-странице. А теперь давайте посмотрим, как мы можем использовать HTML для того, чтобы создать форму, в которой будет отображаться некоторая информация. Так что я пойду дальше и создам новую страницу под названием форм. HTML, снова используя тот же HTML, что и раньше. Мы назовем страницу формой. А теперь давайте предположим, что внутри тела этой страницы я хочу создать форму, которая дает пользователю возможность указать свое полное имя, например. Как мне это сделать? Ну, первое, что мне нужно, это элемент формы, какой-то способ сказать. Вот это будет форма. А теперь внутри этой формы каковы различные части формы? Ну, на самом деле есть две части, которые вы могли бы себе представить в этой форме. Одна из них — это место, где пользователь может ввести свое имя. И им, вероятно, также нужен какой-то способ отправить форму, какая-нибудь кнопка с надписью «Отправить», чтобы они могли нажать на эту кнопку, чтобы отправить форму. Так как же нам это сделать? Ну, для того, чтобы создать поле ввода, мы собираемся использовать тег ввода, чей тип в данном случае будет текстовым. Существует несколько различных способов, которыми пользователи могут вводить данные в форму. Они могут вводить текст. Они могут выбирать из выпадающего меню. Они могут выбрать опцию с переключателем. Или они могут ввести данные, например, нажав на кнопку. В этом случае мы специально используем атрибут type, чтобы сказать, что когда пользователь вводит данные таким образом, тип ввода, который он предоставляет, будет каким-то текстом. Тогда мы могли бы предоставить заполнитель какой-нибудь текст по умолчанию, который будет находиться внутри этого поля ввода при первом взгляде пользователя на страницу. Так, например, заполнителем может быть полное имя. Таким образом, пользователь знает, что то, что он должен ввести в этот заполнитель, это его собственное полное имя. И, наконец, мы собираемся пойти дальше и дать имя этому полю ввода. Это не будет тем, что пользователь увидит при посещении страницы. Но в любое время, когда ты отправляешь форму, когда мы получаем этот форм в нашем веб-приложении, что-то, что мы рассмотрим позже. Нам нужен какой-то способ узнать, какое поле ввода соответствует какому значению. И поэтому мы собираемся назвать каждое из полей ввода просто так, чтобы позже мы могли ссылаться на них. А пока, поскольку пользователь вводит здесь свое полное имя, мы могли бы просто назвать это полное имя. Или мы могли бы более лаконично просто сказать имя в качестве названия этого поля ввода. После этого у нас есть поле ввода, в котором пользователь может ввести свое имя. А теперь нам нужен какой-то способ, чтобы пользователь мог отправить эту форму. Поэтому мы могли бы сказать что-то вроде тип ввода равен отправить, чтобы сказать: вот способ, которым пользователь может отправить форму, означает тип равен отправить. Вот как они собираются отправить форму, когда закончат ее заполнять. Теперь, если я открою форм. HTML — это та страница, которую мы в конечном счете увидим, когда загрузим этот HTML-код. Вся эта страница содержит только одну HTML-форму. Но эта HTML-форма состоит из двух частей. Первой частью был вот этот элемент ввода, который давал пользователю возможность ввести свое полное имя. Они вводят свое полное имя в это поле ввода. И когда они закончат, они могут нажать эту кнопку «Отправить», чтобы указать, что они хотели бы сейчас отправить эту форму. Конечно, прямо сейчас эта форма ничего не сделает, когда мы введем свое имя и нажмем «Отправить», потому что у нас есть добавленная логика для обработки этой формы. Но позже, когда мы перейдем в мир создания веб-приложений с использованием Python, мы увидим, как мы можем спроектировать форму таким образом, чтобы после того, как пользователь отправит ее, мы сохраняли информацию в базе данных. Или выводите какие-то результаты обратно пользователю. И все это с помощью возможностей создания этих веб-приложений и подключения их к такого рода HTML-формам. А HTML-формы на самом деле могут стать немного сложнее. Мы рассмотрим другой пример. Например, позволь мне открыться форм 1. HTML, которая представляет собой форму, которую я создал заранее, в которой показан ряд других способов, которыми пользователи могут предоставлять информацию в качестве входных данных в HTML-форму. Здесь мы видим ввод, тип которого текст. Это означает, что мы хотим, чтобы пользователь ввел свое имя в виде текста. Но вы также можете представить, что, например, если пользователь входит на веб-сайт, он может в дополнение к вводу текстового имени пользователя или электронной почты также ввести пароль. И вообще, если ты был на веб-сайте и ввел пароль, то не все символы пароля отображаются как настоящие символы. По соображениям безопасности они обычно отображаются в виде маленьких точек на экране, скрывающих реальных персонажей, которых они представляют. И в HTML мы можем сделать это очень легко, просто сказав, что тип этого ввода пароль. Если они вводят пароль,
наш веб-браузер будет знать, что на самом деле не следует отображать эти отдельные символы. В дополнение к простому текстовому вводу у нас также есть ввод с помощью переключателей, о чем я упоминал минуту назад. Итак, здесь у нас есть несколько различных радиовходов, где пользователь может выбрать один из нескольких вариантов, выбрав свой любимый цвет, например, из нескольких этих вариантов. И, наконец, просто взглянем на еще одну дополнительную функцию HTML 5, по сути, новую функцию HTML 5. Минус — это то, что мы могли бы назвать списком данных, где мы могли бы попросить пользователя выбрать в раскрывающемся списке из множества различных вариантов. Но мы хотим очень быстро отфильтровать или автозаполнить информацию на основе этих параметров. Так что, если пользователю нужно выбрать, например, из какой он страны, у нас может быть поле ввода и указать, что оно будет связано со списком под названием страны. Тогда сразу под этим у меня есть элемент списка данных, идентификатор которого страны, где здесь я собираюсь указать, что это все варианты, для какой страны мы могли бы иметь. Каждый из них находится внутри элемента опции, значение которого равно любой стране, которую они могли бы выбрать. И у нас есть все страны мира, перечисленные в этих элементах опции. Так что этот ввод здесь позволит мне выбрать один вариант из списка всех этих возможных вариантов. Так что теперь, если я открою форм 1, HTML, вот как в конечном счете выглядит эта форма. Я могу здесь внутри поля имени, опять же появляется это слово имя, потому что оно является заполнителем. Я могу ввести здесь свое имя. И внутри поля пароля все, что я веду, будет отображаться в виде маленьких точек вместо реальных символов, потому что тип этого поля ввода был паролем, а не текстом. В разделе «Любимый цвет» у меня теперь есть возможность выбирать между различными вариантами любимого цвета. В формате переключателя я выбираю один из нескольких вариантов. И, наконец, в этом раскрывающемся списке стран теперь у меня есть возможность, когда я нажимаю на него, увидеть все страны, но когда я начинаю вводить буквы, такие как UNIT, он фильтрует только те варианты, которые меня действительно волнуют. Так вот, если я наберу достаточно букв, то в конце концов увижу Соединенные Штаты. И я могу нажать и на эту опцию. Итак, HTML5 встраивает эти дополнительные функции, чтобы упростить реализацию чего-то вроде текстового поля, где оно будет автоматически заполняться на основе предоставленного вами текста. Ты можешь просто указать, что это находится внутри этого списка данных, а затем предоставить список всех возможных значений. А затем HTML и ваш веб-браузер, в свою очередь, позаботятся о процессе отображения этой информации так, как вы ожидаете. Так что это лишь некоторые из возможных HTML-элементов, которые мы в конечном итоге можем создать, используя эти различные элементы, которые мы вкладываем друг в друга. И определенно существуют и другие HTML-элементы, которые вы можете начать исследовать. Но все они следуют очень похожему шаблону. У нас будет какой-нибудь тег, для которого могут потребоваться некоторые атрибуты, дополнительная информация о HTML, чтобы дать контекст веб-браузеру для отображения этого элемента. Может быть, у этого элемента должен быть определенный источник изображения. Может быть, ему нужна ссылка, чтобы ссылаться на что-то или другая информация. И тогда внутри этого элемента вы можете вложить другие элементы, чтобы в вашей таблице были строки. А внутри этих строк у нас есть другие ячейки. И ты мог бы представить себе вложенные элементы внутри других элементов. Но прямо сейчас до сих пор все наши веб-страницы были довольно простыми. Они просто были. Мы описали структуру страницы, и мы описали, что нам нужен список здесь, мы хотим сформировать его там. Что нам действительно может понравиться, так это какой-то способ указать, что мы хотим каким-то образом оформить нашу веб-страницу. Мы хотим добавить цвета. Мы хотим добавить интервал. Мы хотим добавить какой-то другой макет на нашу страницу. И для этого мы собираемся использовать второй язык, который будем называть C, сокращение от каскадных таблиц стилей. В частности, мы будем использовать последнюю версию C, C3, которая дает нам возможность взять HTML-страницу и сообщить веб-браузеру, как мы хотели бы, чтобы она была оформлена. Вместо того, чтобы просто черный текст тем же шрифтом на белом фоне, мы можем начать указывать конкретные свойства C того, как мы хотели бы, чтобы эта страница выглядела, чтобы убедиться, что страница выглядит так, как мы хотим. Итак, давайте рассмотрим простой пример C, чтобы понять, как мы можем добавить некоторый C-код на нашу страницу. Так что я пойду дальше и создам новый файл, который назову style.html, просто чтобы продемонстрировать некоторые основные идеи добавления некоторого стиля на нашу страницу. И мы продолжим и скопируем то же самое hello.html из прошлого. И может быть, в дополнение к «Привет, мир»,
я показываю в H1 какой-нибудь большой заголовок вверху, например, с надписью «Добро пожаловать на мою веб-страницу». Так что теперь, если я открою Style HTML, это то, что я вижу. Я вижу большой заголовок вверху с надписью «Добро пожаловать на мою веб-страницу», под которым просто текст «Привет, мир». А теперь представь, что я хочу добавить немного стиля к этому заголовку в верхней части страницы. Может быть, вместо того, чтобы выравнивать его по левому краю, я хочу, чтобы он был по центру. Может быть, вместо того, чтобы быть просто черным текстом, я бы хотел изменить цвет. Для этого точно так же, как мы использовали атрибуты в прошлом для добавления дополнительной информации на эту конкретную HTML-страницу, мы можем сделать очень похожую вещь с C. Мы можем указать, что собираемся присвоить этому элементу H1 атрибут стиля. И это будет равно. А затем в кавычках мы предоставим все свойства C, которые мы хотели бы добавить к этому конкретному элементу. Итак, способ, которым работает стиль C, заключается в том, что мы можем наделять элементы индивидуальными свойствами C, где свойство — это что-то вроде цвета элемента или выравнивания элемента. И каждое из этих свойств имеет значение по умолчанию. Но мы можем изменить его значение на что-то другое. Так что если бы, например, я хотел изменить цвет этого заголовка, чтобы вместо черного заголовка он отображался как синий заголовок, я мог бы сказать для этого H1. Я хотел бы придать ему свойство цвета. А затем, чтобы придать свойству цвета значение, я говорю цвет двоеточие, а затем значение, которое я хотел бы ему придать. Так что цвет двоеточие синий, например, за которым следует точка с запятой, изменит цвет этого элемента H1 на синий. И мой текстовый редактор автоматически показывает мне маленький квадратик, который показывает мне, как на самом деле будет выглядеть этот синий цвет. Это не часть текста. Это просто мой текстовый редактор, который помогает мне заранее видеть, когда я пишу этот код, как на самом деле будет выглядеть цвет. Так что теперь, если я открою Style HTML, вот что я вижу. Вместо черного заголовка вверху мы изменили цвет на синий. И есть много других встроенных цветов, которые существуют в HTML, которые мы можем использовать для того, чтобы изменить цвет на любой, какой мы захотим. Если вместо синего я сказал, что хочу, чтобы цвет был красным, например, я могу обновить страницу. А теперь заголовок красный. И есть много других цветов. Я могу изменить цвет, например, на весенне-зеленый. И это будет особый оттенок зеленого, который будет выглядеть точно так же. И теперь у нас есть возможность добавлять различные свойства стиля к отдельным элементам. Я могу сказать: возьмите этот заголовок и измените его стиль так, чтобы цвет вместо черного был синим. И если я хочу добавить несколько свойств C к одному и тому же HTML-элементу, я могу сделать и это. Здесь в атрибуте стиля я могу сказать, что в дополнение к тому, что цвет синий, я хотел бы придать этому элементу второе свойство C. Я хотел бы сказать, что свойство выравнивания текста должно быть, например, по центру. Свойство выравнивания текста управляет, как вы можете себе представить, тем, как выравнивается текст конкретного HTML-элемента. Он полностью слева, полностью справа или по центру. А если я изменю свойство выравнивания текста на значение по центру, что же, тогда теперь, когда я обновляю эту страницу, я вижу, что добро пожаловать на мою веб-страницу теперь синего цвета и по центру. Я изменил цвет, и я изменил выравнивание этого конкретного элемента. А HTML-элементы не нужно просто стилизовать напрямую. Они также могут получать информацию о своем стиле от родительских элементов. Так что если ты снова вспомнишь ту структуру DOM, где у нас есть HTML-элемент, внутри которого находится этот элемент тела, а внутри элемента тела находится этот элемент H1 и этот текст, ты можешь себе представить, если бы мы хотели такой стиль. Чтобы применить это не только к этому заголовку, но и к тексту Hello World, я мог бы переместить информацию о стиле. Переместить этот атрибут стиля, изменить его с H1 и перенести в это тело. А если я перенесу стиль на тело, то все внутри тела будет стилизовано именно таким образом. Так что давай теперь посмотрим на пример, чтобы увидеть, как это работает. Если я возьму эту информацию о стиле и переместу ее так, чтобы вместо того, чтобы ассоциировать ее с H1, я вместо этого ассоциирую ее с телом, то теперь, когда я обновляю страницу, я вижу, что обе части тела, оба больших заголовка. Вверху надпись «Добро пожаловать на мою веб-страницу», а также текст «Привет, мир», к обоим применены эти свойства C. Я изменил их цвет на синий. И я также изменил выравнивание текста по центру, а не просто по левому краю. Но если я действительно хочу, чтобы это был просто этот заголовок, то я могу убрать его и сказать, что я просто хочу применить стиль к этому отдельному заголовку. Теперь одна вещь, которая, как мы можем себе представить, со временем может стать проблемой,
это представьте, что у меня было бы несколько заголовков, которые я хотел бы оформить одинаково, например. Предположим, у меня есть второй заголовок, который это второй заголовок, я тоже хочу, чтобы он был оформлен в синий цвет и по центру. Я могу обновить эту страницу и увидеть, что прямо сейчас это не так. А я не хочу делать всю страницу синей и по центру. Я хочу, чтобы только эти два заголовка были синими и по центру. Так что я мог бы просто взять этот код стиля из H1 и применить его также к этому H1, так что оба моих элемента H1 теперь имеют точно такой же код стиля. А я пойду и освежу это в памяти. И теперь мы видим, что это предполагаемое поведение. У меня есть два заголовка, оба по центру и оба синие. Но о чем мы хотим начать думать по мере того, как мы начинаем создавать веб-приложения, и особенно по мере того, как наши веб-приложения начинают становиться немного более сложными. Так это о дизайне того, как мы создаем наши веб-страницы и как мы создаем наши веб-приложения. И в частности, каждый раз, когда мы обнаруживаем, что копируем много одной и той же информации из одного места в другое, это, вероятно, не самый лучший дизайн. И тебе следует начать думать о том, как бы тебе сделать это немного лучше. Это не очень хороший дизайн, во-первых, просто потому, что есть некоторая избыточность, которая, вероятно, не нужна. Но также и потому, что это делает страницу немного более сложной для изменения и добавления, немного сложнее обновлять. Если я вместо этого захочу изменить оба этих заголовка на красный, а не на синий, то внезапно мне нужно будет изменить свой код в двух местах. Мне нужно изменить атрибут стиля в этом первом заголовке здесь. И мне также нужно изменить атрибут стиля во втором заголовке там внизу. Что я хотел бы сделать, так это каким-то образом просто написать код стиля один раз, а затем применить его к обоим этим заголовкам. И на самом деле есть способ это сделать. Что мы можем сделать, так это вместо того, чтобы делать то, что мы могли бы назвать встроенным стилем, когда мы берем код C и помещаем его непосредственно в качестве атрибута HTML-элемента, мы можем переместить наш код стиля в совершенно другую часть веб-страницы. Напомни еще раз, что в верхней части нашей HTML-страницы у нас есть этот раздел заголовка, который просто включает информацию, которую полезно знать о веб-странице, но на самом деле не является частью основной части веб-страницы, контента, который видит пользователь. Этот раздел заголовка — отличное место, где мы можем начать размещать некоторую информацию о стиле, информацию о том, как мы хотели бы, чтобы эта веб-страница была оформлена. Так что я могу сделать здесь, вместо того, чтобы помещать эти атрибуты стиля внутри этих HTML-элементов, я могу внутри раздела заголовка моей веб-страницы добавить элемент стиля, где между открывающим тегом стиля и закрывающим тегом стиля я могу добавить любую информацию о стиле, которую я хочу. А вот как будет выглядеть этот синтаксис. Сначала мне нужно указать, какие типы элементов я буду стилизовать. И в данном случае я хочу стилизовать все H1. Так что я могу просто сказать H1. И тогда весь код стиля будет заключен в пару фигурных скобок, где я могу сказать, что хотел бы, чтобы цвет был синим, и я хотел бы, чтобы свойство выравнивания текста было по центру. А теперь вот что я сделал. Я взял C-код, который раньше был здесь, внутри тела страницы, фактически в качестве атрибута этих элементов H1. И я полностью переместил код, связанный со стилем, в другую часть моей страницы. Теперь информация о стиле находится внутри заголовка моей страницы, внутри элемента стиля, где я сказал для каждого элемента H1, вот как вы должны его стилизовать. Стиль находится здесь между открывающими и закрывающими фигурными скобками. И я уже говорил, что каждый H1 должен быть синего цвета. И каждый H1 должен иметь свойство текста A-line по центру. И это будет применяться ко всем элементам H1, которые моя веб-страница случайно найдет внутри тела моей веб-страницы. Так что здесь есть пара преимуществ. Преимущество номер один — это то, о чем мы говорили мгновение назад. Мне не нужно дублировать один и тот же код в обоих этих элементах H1. Я могу написать сразу и сказать: примени этот стиль ко всем элементам H1, которые отображаются на странице. Преимущество номер два в том, что мы смогли перенести код стиля в другое место, просто чтобы сделать его немного чище. Так что вместо действительно длинной строки вы можете себе представить, если бы у нас было не два, может быть 5, 6 или 7 различных свойств C. Это заняло бы много места в одной строке. Вместо этого я могу более читабельным, более организованным способом переместить этот код, связанный со стилем, в элемент стиля в начале страницы, просто чтобы его было легче читать. Легче визуально понять, да и просто привести в порядок тело веб-страницы. И это будет еще одна из ключевых тем, которая будет подниматься снова и снова на этом занятии. Это идея разделения вещей так, чтобы каждая часть могла быть как бы независимой друг от друга. Наша структура веб-страницы внутри тела отделена от стиля.
И мы будем видеть, как одна и та же идея появляется снова и снова по мере того, как мы начинаем пытаться хорошо проектировать веб-приложение. Так что теперь, если я возьму эту точно такую же страницу и продолжу обновлять стайл HTML, мы увидим, что видим одно и то же. Оба заголовка по-прежнему отображаются по центру. Оба они по-прежнему отображаются синим цветом. Но теперь у нас есть преимущество в том, что мы написали код стиля только один раз вместо того, чтобы писать один и тот же код стиля несколько раз одним и тем же способом. Но оказывается, что мы можем сделать даже немного лучше, чем это, потому что вы можете себе представить, что если у меня есть веб-приложение или веб-сайт, на котором есть несколько разных веб-страниц. Страницы, вероятно, будет вполне вероятно, что каждая из этих веб-страниц, возможно, должна быть оформлена аналогичным образом. Если у меня есть большой баннер в верхней части одной веб-страницы, то на других страницах, связанных с этой страницей, мне может понадобиться такой же баннер, стилизованный таким же образом, с использованием аналогичной информации о стиле. И прямо сейчас наш C-код специфичен для одной конкретной страницы. И будет не просто затем взять тот же стиль и применить его к другой странице. Если бы я захотел, мне нужно было бы скопировать точно такой же C-код, поместить его внутрь другой страницы. Но тогда мы столкнулись с той же проблемой дублирования, когда мне теперь пришлось повторяться на нескольких разных страницах, помещая один и тот же C-код на все эти разные страницы. Значит, мы можем кое-что улучшить. И улучшение, которое мы можем сделать, это взять этот C-код и просто переместить его в совершенно другой файл. Поэтому вместо того, чтобы помещать этот код стиля внутри элемента стиля внутри этой HTML-страницы, я просто создам новый файл, который я назову styles. C, внутри которого будет весь C, который меня волнует. Я хочу взять каждый H1, я хочу изменить его цвет на синий. А теперь я хочу изменить свойство выравнивания текста на центр. И теперь внутри моей HTML-страницы мне больше не нужно включать никакой C вообще. Вместо этого элемента стиля в целом я могу просто связать свой C-код в этом C-файле, называемом styles. C с этой конкретной HTML-страницей. А как мне связать файл styles? C. Ну, я могу сделать это снова в разделе заголовка моей веб-страницы, используя тег-ссылки, где я могу сказать, что я хотел бы, чтобы эта ссылка была отношением. Это будет таблица стилей, то есть то, что я собираюсь связать, будет таблицей стилей для этой страницы. Там будет описано, как я хочу, чтобы элементы на этой странице были оформлены. А затем, как и в случае ссылки на другую страницу, я использую href для указания ссылки на гиперссылку, на которую я хочу ссылаться. Теперь я собираюсь указать, используя атрибут href, на какой C-файл я хотел бы знать ссылку. И в данном случае C-файл, который я собираюсь связать, называется styles. C — это файл, который просто так получилось, содержит все C, которые я хотел бы применить к этому конкретному файлу. Теперь, если я обновлю страницу, я снова увижу, что ничего не изменилось. В последних двух редакциях страница осталась точно такой же, насколько это касается пользователя. Они по-прежнему видят два заголовка. Оба они расположены по центру. Оба синие. Но теперь преимущество в том, что вот мой HTML-код. Он короче, чем был раньше. И в частности, в этом HTML-файле вообще нет C-кода. Я учел все это в отдельном файле styles. C. И теперь, если у меня есть несколько HTML-файлов, в которых используется один и тот же стиль, я могу просто связать их все с одним и тем же файлом styles. C, чтобы все они использовали одну и ту же информацию о стиле. Мне не нужно повторяться. И если когда-нибудь мне понадобится внести изменения на всех этих страницах, я просто один раз изменю стиль. Я меняю файл styles. C. И тогда все веб-страницы, связанные с этой таблицей стилей, также будут обновлены, чтобы отразить эти изменения. Итак, опять же мы смогли вынести часть этой информации о стиле в отдельный файл, просто чтобы немного облегчить нашу жизнь. Хорошо, итак, мы уже видели, как мы можем использовать C несколькими различными способами, чтобы добавить некоторые базовые стили на нашу страницу. Мы увидели, что мы можем взять элемент и изменить его цвет. Мы видели, как мы можем взять элемент и изменить его выравнивание, переместить его с выравнивания по левому краю на выравнивание по правому краю по центру, например. Как оказалось, существует множество различных свойств C, которые мы можем добавить к нашим HTML-элементам, чтобы стилизовать их различными способами. Больше, чем у нас будет время обсудить в этой лекции. А теперь давай просто взглянем на пару самых популярных, наиболее распространенных свойств C, которые мы можем добавить для того, чтобы наши веб-страницы выглядели так, как мы хотели. А ведь один из самых мощных инструментов для C — это управление размером различных элементов. По умолчанию HTML просто использовал размер по умолчанию для всего на странице. Но если я хочу более точно контролировать размер какого-либо конкретного элемента, я могу использовать C для этого. Так что позволь мне теперь создать новый файл, который я назову size. HTML. Мы начнем с того же HTML-кода и назовем размер страницы
А теперь внутри тела моей страницы позвольте мне просто создать вертикальный раздел моей страницы, просто какой-нибудь раздел моей страницы, в котором будет какой-то контент. И я собираюсь поместить это внутрь тега div. Это первый раз, когда мы видим div в HTML. Ты можешь думать о div просто как о разделении страницы, о каком-то разделе страницы, внутри которого будет какой-то контент. И мы используем divs, потому что это позволяет легко ссылаться на конкретный div или вкладывать информацию в другие фрагменты информации. Или просто разделить и разбить нашу страницу на несколько разных разделов. Здесь внутри тела у меня будет всего один значок, на котором будет написано что-то вроде «Привет, мир». А теперь я собираюсь добавить немного стиля на эту страницу, чтобы контролировать размер этого раздела моей веб-страницы. Я мог бы использовать встроенную укладку. Я мог бы разложить все по полочкам в другой файл. Но так как я пока имею дело только с одним файлом, я просто добавлю раздел «Стиль» в верхнюю часть моей веб-страницы, чтобы вы могли более четко видеть, как стиль этой страницы будет соответствовать тому, как мы изменяем эти HTML-элементы. И я хотел бы стилизовать этот div несколькими способами. Одна вещь, которую я могу сделать, это придать div цвет фона. Позволь мне изменить его цвет фона, например, на синий. И тогда я смогу сказать: «Хорошо, я бы хотел дать этому div ширину и высоту, некоторую информацию о размере». Я могу сказать: продолжайте и дайте этому div ширину 100 пикселей и, возможно, высоту 400 пикселей. Так что теперь, когда я продолжаю и открываю size HTML, это то, что я вижу. Я вижу в вертикальном или прямоугольном разделе моей страницы размером 100 на 400 пикселей слово «Привет, мир». И поэтому вы можете себе представить, что если у вас на странице несколько разных элементов, поскольку ваши веб-страницы начинают становиться немного сложнее, вы, вероятно, захотите «Я вижу в вертикальном или прямоугольном разделе моей страницы размером 100 на 400 пикселей слово «Привет, мир, мальчик», чтобы иметь более точный контроль над шириной или высотой того или иного элемента. И эти атрибуты ширины и высоты могут быть очень полезны, потому что я могу очень легко изменить ширину, скажем, на 500 пикселей, например. И теперь, когда я обновляю страницу, я вижу, что ширина этой страницы или этого раздела страницы на самом деле стала намного шире. Итак, у нас есть возможность контролировать размер с помощью C. Продолжая, можешь закрыть некоторые из этих страниц, которые мне больше не нужны. А теперь взгляни на некоторые другие вещи, которые мы можем сделать. В дополнение к контролю размера, и позволь мне изменить этот цвет на что-то немного более светлое, что-то вроде оранжевого. Так что теперь, если я открою размер, это будет выглядеть вот так. Я сделаю это немного меньше. Давай попробуем 200 на 200 пикселей. Теперь это выглядит вот так. Ты можешь себе представить, что есть еще какие-то изменения, которые я хотел бы внести. Например, этот Hello World находится очень близко к краю этого конкретного подразделения. Он прямо напротив верхнего левого угла этого подразделения. Я мог бы изменить это, добавив то, что мы могли бы назвать некоторым заполнением для этого конкретного HTML-элемента немного пространства. Просто чтобы содержимое элемента не было так близко к границе самого элемента. Так, например, одна вещь, которую я могу сделать, это внутри этого div добавить немного отступов. Скажи, может быть, я хочу, чтобы внутри элемента было отступов на 20 пикселей, чтобы теперь, когда я обновляю страницу, мы видели, что у нас есть отступы по внешней стороне элемента. Так что теперь «Привет, мир» появляется не прямо на краю стихии, а немного внутри. И если у нас есть определенный HTML-элемент, который, возможно, находится слишком близко к краю экрана, возможно, слишком близко к верхней части экрана, мы также можем добавить пространство вокруг элемента снаружи, добавив то, что мы называем полем для элемента. Так что я могу сказать: давай дадим ему 20 пикселей поля внутри этого раздела, а затем обновим. И теперь мы видим, что если раньше этот элемент был очень близко к верхнему левому краю экрана, то теперь мы отодвинули его на 20 пикселей от всего остального. Так что у него есть немного места со всех 4 сторон. Вот как мы теперь можем использовать поля и отступы просто для того, чтобы страница выглядела немного приятнее для пользователя, чтобы объекты не были слишком близко друг к другу или слишком далеко друг от друга. Отступ опять же находится на внутренней стороне границы элемента. Я могу добавить 20 пикселей отступа, например, чтобы убедиться, что содержимое внутри элемента, в данном случае слово «Привет, мир», просто немного отступает от границы. А это прокладка на внутренней стороне элемента. Поле тем временем находится на внешней стороне элемента. Мы добавляем немного поля вдоль внешней границы, чтобы отделить элемент от других элементов, которые могут находиться рядом с ним, чтобы убедиться, что между границей достаточно места. Элемент в верхней части экрана, а также слева, а также снизу и справа, хотя там нет объектов, из которых мы сейчас создаем пространство. Таким образом,
образом, объединив ширину и высоту, поля и отступы, теперь у нас есть возможность, используя C, убедиться, что мы можем расположить нашу страницу так, как мы хотим, чтобы элементы имели нужное расстояние друг от друга и были правильного размера. А теперь давайте взглянем на некоторые другие функции, которые даст нам C. В дополнение к простому изменению расположения отдельных элементов, например, центрирование текста или добавление размера полей и отступов, мы также можем использовать C для изменения внешнего вида элементов. Мы видели, как он меняет цвет текста, меняя его с одного цвета, например, черного, на другой, например, синий. Но мы также можем использовать C, чтобы иметь возможность изменить что-то вроде шрифта, который мы используем для отображения текста. Современные веб-страницы не отображают все одним и тем же шрифтом. Обычно какой-нибудь дизайнер выбирает, какой шрифт он хочет для той или иной конкретной веб-страницы. Так что давай поэкспериментируем с этими возможностями. Сейчас я создам новый файл, который назову font.html, внутри которого будет HTML-страница, называемая шрифтом. А внутри тела у меня снова будет просто div с надписью «Привет, мир», как и раньше. Но теперь внутри тега стиля здесь, в разделе заголовка моей веб-страницы, я хотел бы добавить некоторую информацию о шрифте в этот раздел. И в частности, существует ряд различных C-свойств, связанных со шрифтом, которые я могу добавить для управления шрифтом любого конкретного HTML-элемента. Единственное, что я могу указать, это семейство шрифтов, указав, какой шрифт я хотел бы использовать для отображения этого текста. А может быть, я хочу отобразить его, например, в Arial, который является распространенным шрифтом, используемым в интернете, таким, что теперь, если я открою font.html, теперь я вижу в Arial слова «Привет, мир», отличные от текста, который я использовал раньше. Ты также можешь указать несколько разных шрифтов. Не все компьютеры поддерживают все шрифты, так что я мог бы уточнить, что на всякий случай, если Arial не поддерживается, вернитесь к любому шрифту без засечек. Любому из шрифтов, у которых нет маленьких символов по краю каждого из символов. Так что теперь, если я обновлю страницу, потому что мой веб-браузер поддерживает Arial, я не замечу ничего особенного. Но вы можете себе представить, что если вы используете более сложные шрифты, которые есть или поддерживаются не всеми веб-браузерами, вы можете добавить несколько резервных копий на случай, если нужный вам шрифт на самом деле недоступен. В дополнение к семейству шрифтов, я мог бы также указать размер шрифта, насколько большим я хочу, чтобы шрифт был внутри этого раздела. Поэтому я могу указать, что я хотел бы, чтобы размер шрифта этого текста был, знаете, 28 пикселей, например, таким, чтобы теперь я обновил его. И теперь этот раздел отображается с использованием увеличенного текста. И я также могу, точно так же, как текстовые редакторы позволяют вам указывать, хотите ли вы, чтобы это был обычный текст или выделенный жирным шрифтом. Я могу указать вес шрифта для этого div и сказать, что в дополнение к шрифту Arial размером 28. Я бы также хотел, чтобы шрифт был полужирным, таким, чтобы сейчас я обновил его, и теперь шрифт отображается полужирным шрифтом. И используя эти таблицы стилей C, мы можем выборочно применять стиль только к определенным частям веб-страницы. Если у меня есть еще один текст под этим div, например, здесь внизу, этот дополнительный текст, который находится за пределами div, не будет затронут стилем C. Так что теперь, если я обновлю эту страницу или еще немного текста, отображается тем же стандартным шрифтом по умолчанию, который предоставляется моим веб-браузером, а не пользовательским шрифтом, который я указал для применения только к этой конкретной части HTML-страницы. Так что теперь у нас есть возможность добавлять шрифты и на нашу страницу. Еще одна вещь, которую мы, возможно, захотим сделать, это добавить своего рода рамку вокруг наших HTML-элементов. Так что, может быть, я хочу, чтобы линия отделяла всю эту часть страницы от другой части страницы. Чтобы я мог добавить границу, перейдя к этому разделу и сказав: «Позволь мне придать этому разделу границу». И, может быть, я хочу, чтобы граница была похожа, например, на сплошную черную рамку в 3 пикселя. Я могу указать, какого размера я хочу, чтобы граница была. Я могу указать, хочу ли я, чтобы граница была сплошной линией, пунктирной или пунктирной линией. И я могу указать, какого цвета я хотел бы, чтобы эта граница была. Так что теперь, когда я обновляю это, я вижу, что у меня есть граница вокруг всего этого раздела, вокруг всего этого div, внутри моей веб-страницы. И ты можешь себе представить, что эти границы полезны для оформления различных частей моей страницы. Так, например, если мы вернемся к той таблице, на которую мы смотрели мгновение назад, когда мы имели дело с океанами, где у меня был океан, Тихий океан и Атлантический океан. Это структурировано в формате таблицы. У нас есть строки и столбцы. Но прямо сейчас это выглядит не очень хорошо. Я мог бы добавить немного стиля, чтобы улучшить внешний вид этой таблицы, например. Так что давай попробуем. Я пойду дальше и вернусь к table.html, тот HTML-файл, который я использовал раньше, где у меня была эта таблица. А теперь позволь мне добавить в эту таблицу некоторую информацию о стиле. Я мог бы сказать, что для этой таблицы я хотел бы придать ей границу, которая может быть сплошной черной рамкой в 1 пиксель,
так что теперь, когда я обновляю страницу, у меня есть сплошная черная граница в одном пикселе вокруг всей таблицы. Хорошо, это здорово. Но я также очень хотел, чтобы между строками и столбцами была граница. В частности, для каждого элемента данных таблицы я мог бы добавить к ним дополнительный C. Поэтому я мог бы сказать, что для каждой ячейки данных таблицы, опять же TD означало данные таблицы, и это были отдельные ячейки в моей таблице. Я мог бы указать, что я хотел бы, чтобы у них также была сплошная черная граница размером 1 пиксель, так что теперь я обновляю страницу. А теперь каждая ячейка данных моей таблицы также обведена рамкой. Это относится к ячейкам данных таблицы в теле моей страницы, но еще не относится к этим ячейкам в заголовке. И это потому, что это были элементы TH заголовки таблиц. И вот здесь у нас есть пара вариантов. Я мог бы еще раз уточнить, заголовки таблиц я хотел бы окантовать сплошным черным цветом в 1 пиксель. Но когда я это сделаю, ты увидишь, что это действительно создает границу вокруг этих заголовков таблиц. Но опять же, одна вещь, которая должна прийти тебе в голову сейчас, это то, что здесь есть изрядная избыточность, какой-то повторяющийся код стиля, который появляется в нескольких разных местах. Ячейки данных таблицы в теле моей страницы. Я действительно хочу, чтобы они были стилизованы очень похоже на ячейки заголовка таблицы. И поэтому было бы неплохо, если бы я мог каким-то образом объединить эти два разных селектора C, эти способы, которыми я говорю, данные таблицы стилей, заголовки таблицы стилей. Я бы хотел объединить их в один. И ты действительно можешь сделать это в C. Существует множество различных C-селекторов, способов выбора элементов. И один из них просто называется селектором нескольких элементов, что если я хочу выбрать как ячейки данных таблицы, так и заголовки таблицы. Я могу сделать это, сказав TD через запятую и удалив эти три строки внизу. Эти три строки сейчас говорят о том, что я хотел бы стилизовать все ячейки данных таблицы и заголовки таблиц одинаково. И я мог бы даже объединить таблицы, если бы захотел для наглядности. Но я бы хотел дать им всем сплошную черную рамку в 1 пиксель, такую, чтобы теперь я обновил ее, и теперь я вижу, что у них у всех есть эта граница вокруг них. Так вот, в большинстве таблиц, которые вы видите в интернете, нет ни таблицы, ни границы вокруг всего, что находится на столе, а также границы вокруг каждой отдельной ячейки. Обычно они сворачиваются просто в одну строку. И оказывается, что в C есть простой способ сделать и это. Я могу добавить свойство C в таблицу, называемое сворачивание границ, и просто сказать: я хотел бы свернуть все границы в таблице. Я просто покажу тебе, что существует очень много различных свойств C, гораздо больше, чем мы рассмотрим сегодня. Но на них легко ссылаться, вы можете легко посмотреть, как свернуть границы в таблице, а затем найти подобное свойство C, которое затем можно использовать и применить к своей веб-странице. Так что теперь я обновляю это. И теперь я вижу, что у меня есть граница, всего одна граница, вокруг всех ячеек на этой конкретной странице. Следующее, что я, возможно, хотел бы сделать, это добавить немного места здесь. Похоже, этот текст очень плотно прилегает к границе этой таблицы. Поэтому для того, чтобы сделать это, я хочу добавить немного интервалов. И напомню еще раз, мне нужны поля или отступы. Поле — это интервал по бокам границы конкретного HTML-элемента, в то время как отступы находятся внутри границы. Так что если мне нужно немного места внутри границы, просто чтобы отделить текст от самой границы, то мне нужно заполнение внутри всех ячеек моей таблицы. Чтобы я мог сказать: позволь мне добавить отступы размером 5 пикселей внутри всех ячеек данных моей таблицы и ячеек заголовка таблицы. Обнови страницу. А теперь вот как выглядит результирующая таблица. Просто добавив немного C, указав, какую границу я хочу по краю страницы, указав немного отступов внутри каждой ячейки. Моя таблица теперь выглядит намного лучше, чем всего несколько строк кода. Давным-давно, когда у меня была только HTML-структура страницы, а не C, чтобы описать, как я на самом деле хотел, чтобы эта страница была оформлена. И еще раз заметьте, что при этом мы смогли использовать один из этих C-селекторов. Я смог сказать, что я хотел бы использовать селектор нескольких элементов, который представляет собой вот эту запятую, чтобы указать, что я хотел бы применить этот стиль не только к TD, но и к TH. Сейчас мы рассмотрим несколько дополнительных примеров C-селекторов. Но далее давайте обратим наше внимание на некоторые более сложные случаи, когда нам может понадобиться применить стиль к нескольким элементам одновременно. Давай представим себе и давай вернемся к style HTML, где у нас был какой-то стилевой код, где у меня был один заголовок. Я назову этот заголовок 1. И давай перейдем к другим заголовкам, заголовку 2 и заголовку 3. Все это теперь элементы H1,
которые будут отображаться одинаково, так что теперь если я создам стиль и скажу, я бы хотел, чтобы все H1 отображались синим цветом. Тогда, когда я открою эту страницу, где у меня есть 3 тега H1, каждый из которых имеет синий цвет, когда я открываю Style HTML, то, что я собираюсь увидеть, будет примерно так: 3 заголовка, каждый из которых имеет синий цвет. Но что бы сейчас произошло, если бы я захотел оформить только первый заголовок? Я хочу, чтобы заголовок 1 был синим, но я не хочу оформлять заголовок 2 и заголовок 3. Как мне это сделать? Ну, одна вещь, которую мы могли бы сделать, это вернуться к встроенному стилю, который мы сделали мгновение назад, где внутри H1 я сказал, что цвет стиля синий. И это означало бы, что только для этого самого первого заголовка я бы хотел, чтобы он был синим, но не для других элементов вообще. Но это опять же, мы решили, что это не лучший дизайн. Этот встроенный стиль смешения HTML и C просто немного запутывает. И было бы неплохо иметь возможность перенести весь наш стилевой код в отдельную часть страницы в целом. Так как же нам это сделать? Ну, нам нужен какой-то способ однозначно ссылаться на этот конкретный HTML-элемент. И для этого мы можем присвоить HTML-элементу идентификатор. Идентификатор — это просто какое-то уникальное имя, которое мы даем HTML-элементу, чтобы позже нам было легче ссылаться на него. Позволь мне просто пойти дальше и дать этому идентификатору foo. Это может быть любая идея, которую ты захочешь. Но foo здесь просто общее название. И теперь мы дали этому заголовку такое название, чтобы в других частях нашей страницы или в другом коде мы могли ссылаться и находить этот конкретный HTML-элемент. И в частности сейчас в разделе «Стиль моей веб-страницы» вместо того, чтобы стилизовать все элементы H1, я хочу стилизовать только элемент с идентификатором foo. Удостоверения личности по определению уникальны. На этой странице может быть только один элемент с идентификатором foo, в противном случае это недопустимый HTML. И поэтому для этого мы собираемся использовать решетка foo. Символ хэш-метки — это просто способ выбрать что-то с определенным идентификатором. Поэтому вместо того, чтобы просто H1 для выбора всех тегов H1, если я хочу выбрать что-то по его идентификатору, я говорю решетка foo, чтобы указать только стиль элемента с идентификатором foo и придать ему синий цвет, например. Так что этот код стиля теперь найдет что-то с определенным идентификатором и придаст ему соответствующий стиль, так что теперь, если я перезагрузю эту страницу, будет стилизован только заголовок 1. Заголовок 2 и заголовок 3 — это не так. Я смог назвать заголовок 1, дать ему имя foo, идентификатор foo, а затем в своем коде стиле просто оформить эту конкретную часть моей HTML-страницы. Конечно, а что если я захочу стилизовать несколько, но не все заголовки? Может быть, я захочу стилизовать как заголовок 1, так и заголовок 2. Мне бы не помешало второе удостоверение личности. Может быть, дай нам идентификатор бара, например. А затем оформи как элемент с идентификатором foo, так и элемент с идентификатором ba. Но теперь мы начинаем добавлять идентификаторы без необходимости. У меня слишком много разных имен. Все может запутаться, особенно по мере того, как мои веб-страницы начинают увеличиваться. Так что, хотя идентификаторы — это способ дать имя уникальному HTML-элементу, иногда я хочу дать имени уникальному HTML-элементу какое-то имя, которое может применяться к нескольким различным HTML-элементам. И когда мы это делаем, мы называем это классом. Идентификатор — это способ присвоить уникальное имя HTML-элементу, в то время как класс — это способ присвоить имя HTML-элементу, который может быть не уникальным. Он может применить его к нулю или к одному, двум или более различным HTML-элементам. Так вот, как это может выглядеть. Вместо того, чтобы давать каждому из этих H1s другой идентификатор, я могу дать каждому из них класс. Мы дадим этому классу bas, опять же просто еще одно произвольное имя, которое мы выбрали. И я дам каждому из них также класс bas. В данном случае они оба принадлежат к одному и тому же классу, который называется bas. И теперь внутри моего стилевого кода я хотел бы назвать только те элементы стиля, которые относятся к классу bas. И точно так же, как у нас есть специальный символ хэштег для стилизации определенно чего-то с определенным идентификатором, чтобы стилизовать все с определенным классом, я могу использовать точку. Так что .bas в данном случае будет стилизовать только те элементы, которые имеют класс bas. Так что здесь я могу сейчас сказать: возьмите все элементы с классом bas и придайте им синий цвет. Итак, теперь у меня есть два H1, которые принадлежат к классу bas. Другой H1 таковым не является. И я оформил только те вещи, которые относятся к классу bas,
так что теперь, когда я возвращаюсь на страницу и обновляю страницу, мои первые два заголовка стилизуются как синие. Но третий заголовок этого не делает, потому что я применил класс к этим двум элементам, который не применяется к этому третьему элементу там. Часто это может быть очень полезно, если вам нужно начать создавать большие веб-страницы, на которых у вас есть несколько разных элементов. Некоторые из которых могут быть оформлены определенным образом, а другие элементы могут быть оформлены аналогичным образом. Друг к другу вы можете добавлять идентификаторы и классы к своим HTML-элементам просто для того, чтобы очистить способ написания C. Чтобы иметь возможность очень точно определить один элемент, к которому вы хотите применить стиль, или применить стиль ко всему классу элементов. Одна хитрая вещь, которую ты можешь себе представить, заключается в том, что теперь у нас есть несколько способов ссылаться на один и тот же элемент. Так, например, если ты представишь, что у меня был только один h1, у которого был идентификатор foo, например, который я назвал foo. Что произойдет, если, например, я скажу, что все h1 я? Я хотел бы, чтобы они были окрашены в красный цвет, и все элементы с идентификатором foo, или единственный элемент с идентификатором foo. Я бы хотел, чтобы он был окрашен в синий цвет. Что тогда может случиться? Это может показаться противоречивым, когда теперь внезапно у нас есть тег стиля h1, который говорит, что я должен стилизовать h1s таким образом. Но я должен стилизовать элемент foo по-другому. Так что же произойдет, если у меня есть h1 с идентификатором foo? Как мне выбрать этот стиль? И для того, чтобы справиться с этим, мы должны начать решать проблему специфичности C. Что происходит, когда у меня есть несколько разных селекторов C, которые могут применяться к одному и тому же элементу HTML? И это часто происходит, когда мы начинаем добавлять идентификаторы и классы к нашим элементам. Поэтому, когда мы имеем дело со спецификой, специфика идет в определенном порядке. Есть порядок приоритета, которому мы можем следовать для определения того, какой стиль в конечном счете должен быть применен к тому или иному конкретному элементу. Первый и самый мощный и специфичный способ ссылки на элемент. Это встроенный стиль, буквально добавляющий атрибут style equals к нашим HTML-элементам так, как мы это делали в начале, когда впервые рассматривали C. Если мы свяжем встроенный стиль с HTML-элементом, это будет иметь приоритет над любым стилем, который находится внутри раздела стилей нашей главы веб-страницы, или внутри отдельного точечного C-файла. Ведь рассуждения таковы: если вы буквально помещаете код стиля, прикрепленный к самому элементу, то мы, вероятно, захотим применить его к этому элементу. После этого конкретика идет в порядке того, насколько точно мы идентифицируем элемент. Идентификатор — это уникальный способ идентификации элемента. Есть только один элемент с таким конкретным идентификатором. Так что если я добавил стиль к определенному идентификатору, это будет очень высоко оценено с точки зрения его специфичности. Далее мы рассмотрим классы. Так что если нет селектора идентификаторов, мы ищем, ссылались ли мы на элемент по его классу. И если да, то это имеет следующий приоритет. А в противном случае мы возвращаемся к тому, к какому типу HTML-элемента это относится. Это H1, это упорядоченный список. Это таблица, короче говоря, тип наименее специфичен. Класс немного более специфичен. Удостоверение личности — это нечто большее. И наибольшая специфичность, которую мы можем обеспечить, это буквально встроить C в сам HTML-элемент. Так что давайте взглянем на пример этого. Давай посмотрим на этот код. Например, у меня есть div, идентификатор которого foo, внутри которого я просто говорю слово «привет». И код C, который я включил сюда, я сказал, что для всех div я хотел бы придать им синий цвет. Очевидно, что в этом случае нет ничего противоречивого. Что мы увидим, так это слово «привет». И мы увидим слово «привет» синим цветом. Но что теперь произойдет, если мы добавим что-нибудь с идентификатором foo, которое должно быть окрашено в красный цвет? Ну, поскольку идентификатор обладает более высокой специфичностью, чем просто отдельный тег, то далее мы собираемся сказать, что это приветствие будет красным. Идентификатор более специфичен, и поэтому вместо него этот элемент будет отображаться красным. И не имеет значения, в каком порядке они расположены. Дело не в том, что более поздний элемент имеет приоритет. Если бы я перевернул их, где идентификатор foo красный цвет, синий цвет div в таком порядке, он все равно будет отображаться как красный. Потому что этот селектор идентификаторов более специфичен, чем просто имя div, которое является именем HTML-элемента, который там находится. И поэтому, когда вы начнете разрабатывать более сложные таблицы стилей, вы можете обнаружить, что некоторые элементы вашего C-кода будут конфликтовать друг с другом. И именно здесь важно помнить о том, как работают эти правила специфичности, чтобы знать, когда вы добавляете стиль к своим элементам, как они на самом деле будут отображаться. Мы уже видели пару C-селекторов с точки зрения выбора одного элемента, выбора идентификатора, выбора класса,
а также выбора нескольких элементов. Оказывается, есть ряд других C-селекторов, которые мы тоже можем использовать. Так что мы увидели, например, селектор нескольких элементов, такой как TD, TH для выбора табличных данных, а также заголовков таблиц. Но есть и ряд других селекторов. Вот лишь выборка из них. Ты можешь указать, например, потомки или дети. Так что если я хочу стилизовать только те разделы, которые находятся внутри таблиц, или мне нужны только списки стилей, которые находятся внутри определенных классов, я могу использовать эти родительские и дочерние селекторы для добавления стилей и этих конкретных способов. А еще есть ряд других C-селекторов, которые мы также можем добавить. И мы рассмотрим парочку из них, просто чтобы дать вам пример того, как некоторые из C-селекторов могут работать на самом деле. И мы начнем с рассмотрения селектора потомков, который используется, например, для выбора всех элементов, являющихся потомками какого-либо другого элемента. Так что давай продолжим и создадим новый файл, который я назову descendant. HTML, опять же мы начнем с того же кода. И внутри тела этой страницы я хочу упорядоченный список, в котором, возможно, есть пункт списка 1 и, возможно, пункт списка 2. И оказывается, что со списками в HTML вы можете вложить списки внутрь других списков. Может быть, ты видел маркированные пункты, где внутри других маркированных пунктов есть вложенные маркеры. Я могу сделать это здесь. Я могу добавить неупорядоченный список и создать подсписк, например, пункт 1 подсписка и пункт 2 подсписка. И может быть здесь внизу вот еще один элемент списка, например, теперь у меня есть пара элементов, но некоторые из них находятся внутри неупорядоченного подсписка. Давай продолжим и откроем Descendant HTML и посмотрим, как это выглядит. Итак, вот что у нас есть. У нас есть пункт списка 1, пункт списка 2, еще один пункт списка, который, вероятно, на самом деле является пунктом списка 3. Итак, у нас есть 3 пункта. Но внутри пункта списка 2 у меня неупорядоченный список. Давай представим, например, что я хотел стилизовать эти элементы подсписка только под определенный цвет. Может быть, я хочу, чтобы они были синими, например. Если в разделе «Стиль» моей веб-страницы я скажу, что хотел бы, чтобы все элементы списка были оформлены в синий цвет, ну тогда не в стиле, а в синем цвете. Тогда что я увижу, когда обновлю? Суть страницы в том, что все элементы будут синими, а не только два элемента подсписка. Но вместо этого я мог бы сказать, что знаешь что, мне нужны только элементы списка, которые являются дочерними элементами неупорядоченных списков. И я могу направить детей, используя этот символ больше, чем чтобы сказать, что только если есть UL, в котором сразу же содержится ли, то я бы хотел, чтобы он был окрашен в синий цвет. А теперь, если я обновлю это, вы увидите, что упорядоченные элементы списка 1, 2, 3 не будут окрашены, но только элементы списка, находящиеся внутри неупорядоченного списка, которые являются прямыми дочерними элементами этого неупорядоченного списка, на самом деле будут применены стили C. Это нечто большее, чем символ, здесь указано на ближайших детей. Я мог бы избавиться от него ули вот так, и это тоже сработало бы. Ты все еще видишь пункты 1 и 2 подсписка. Но это более общий селектор, называемый селектором потомков, который выбирает все элементы потомки. Так что они могут и не быть дочерними элементами. Они могут быть элементами-внуками, так сказать, если у этих дочерних элементов есть другие дочерние элементы, которые также прикреплены к ним. Опять же, для всего этого полезно начать думать о вещах с точки зрения этой объектной модели документа, этой структуры DAM, этого дерева, которое представляло, как все наши различные элементы HTML связаны друг с другом. Итак, далее мы можем начать знакомиться с некоторыми другими селекторами, к которым у нас есть доступ. Так что один из селекторов может быть чем-то вроде изменения только определенного атрибута конкретного HTML-элемента. Так что мы можем использовать для этого селектор атрибутов. Я создам новый файл под названием attribute HTML, где здесь давайте продолжим и создадим неупорядоченный список. В нем будет много разных ссылок на разные веб-сайты. Итак, вот элемент списка, который будет ссылкой на Google. Поэтому я дам ссылку на google.com и скажи «погугли». И я пойду дальше и добавлю ссылку на facebook.com. Назови это Facebook. И я пойду дальше и добавлю ссылку на amazon.com и назови это Амазонкой. И давай представим на мгновение, что я хотел только оформить ссылку на Facebook, как будто я хочу действительно выделить ссылку на Facebook. Сказать людям, чтобы они нажимали на нее, раскрасив ее в совершенно другой цвет. Ну, чтобы стилизовать вещи нормально, я бы сказал что-то вроде ссылок должно быть цветным, синим, например. По умолчанию они окрашены в синий цвет,
Но я мог бы прямо сказать об этом и сказать, что ссылки должны быть синего цвета, например, чтобы теперь, когда я открываю атрибут HTML, все ссылки окрашены в синий цвет. Но я мог бы также сказать, что мне бы хотелось, чтобы ссылки имели атрибут hrefacebook.com, я бы хотел, чтобы эти ссылки были окрашены в красный цвет. Так что эту нотацию в квадратных скобках я могу использовать для указания определенного атрибута HTML элемента. Только теги привязки теги href, которых равен facebook.com, они должны быть единственными окрашенными в красный цвет. Так что теперь, когда я обновляю это, я вижу, что ссылка на Facebook теперь окрашена в красный цвет, а не в синий. Потому что я очень тщательно выбрал атрибут, который я хотел бы использовать для ссылки на этот конкретный HTML элемент. И мы можем использовать C-селекторы и более мощными способами, возможно, не только для того, чтобы всегда стилизовать определенный элемент, но и для того, чтобы стилизовать элемент только при определенных условиях или только тогда, когда элемент находится в определенном состоянии. И это очень часто делается для чего-то вроде того, когда ты наводишь курсор на что-то, когда ты наводишь курсор на кнопку и что-то выскакивает. Или ты наводишь курсор на что-то, и оно слегка меняет цвет. Мы можем начать делать это, добавив то, что мы называем псевдоклассом в селектор C. Так что давайте рассмотрим пример этого, чтобы увидеть, как мы можем изменить элемент, например, когда пользователь наводит курсор на этот элемент. Так что я пойду дальше и открою новый файл hover.html, где здесь я пойду дальше и внутри тела страницы просто дам себе кнопку. На этой кнопке будет написано «Нажми на меня». И давай добавим кнопки немного стиля. По умолчанию кнопки отображаются как довольно простые кнопки, которые выглядят примерно так. Я мог бы добавить немного больше к этой кнопке и сказать: знаешь что, давай добавим немного стиля кнопки и придадим ей ширину 200 пикселей, высоту 50 пикселей, размер шрифта 24 пикселя и, возможно, цвет фона зеленый, например. Итак, я указал некоторую информацию о размере, насколько большим я хотел бы видеть шрифт, а также цвет фона для кнопки. Так что теперь вот как выглядит эта кнопка. Уменьши его немного. Там написано «Нажми на меня». Но многие кнопки, особенно в наши дни, дают тебе небольшую обратную связь. Ты наводишь на них курсор, и они слегка меняют свой цвет. Как им это удается? Ну, часто используется псевдокласс C, где я могу сказать наведение курсора на кнопку, то есть когда я навожу курсор на кнопку. Я бы хотел, чтобы вы изменили цвет фона на оранжевый, например, какой-нибудь другой цвет. Так вот, я указал, что по умолчанию, как правило, для кнопки цвет фона должен быть зеленым, но когда на кнопку наводит курсор, теперь измените цвет фона на оранжевый. Такое, что теперь, когда я открываю эту страницу и нажимаю на меня, если я наведу курсор на кнопку, цвет кнопки изменится. Обычно зеленый меняется на оранжевый. Так что это очень мощная функция, к которой у нас тоже есть доступ. Хорошо, теперь мы увидели, как мы можем использовать различные селекторы C, чтобы очень точно определить, как мы хотим, чтобы наши веб-страницы были оформлены. Но еще одна довольно мощная вещь, для которой мы можем использовать C, это адаптивный дизайн. А адаптивный дизайн — это все, что нужно для того, чтобы наши веб-страницы выглядели хорошо, независимо от того, как вы смотрите на веб-страницу. В наше время люди не всегда смотрят на веб-страницы на своих компьютерах, но они смотрят на веб-страницы и на своих мобильных телефонах, и на планшетах. И по мере того, как мы начинаем проектировать веб-страницы, важно, чтобы мы создавали наши веб-страницы адаптивно. Поэтому мы рассмотрим ряд различных способов реализации адаптивного дизайна на наших веб-страницах, начиная с обсуждения области просмотра. А что такое область просмотра? Так это то, что область просмотра — это визуальная часть экрана, которую пользователь действительно может видеть. Таким образом, область просмотра — это вся эта область веб-страницы, которая отображает контент для пользователя. Поэтому один из вопросов, который вы можете задать, заключается в следующем: что произойдет, когда вы возьмете эту страницу и переведете ее на экран мобильного устройства? Ну, одна вещь, которую многие мобильные устройства делают по умолчанию, это обрабатывают свой экран просмотра так, как если бы он был такой же ширины, как экран компьютера. Поскольку не все веб-страницы оптимизированы для всех мобильных устройств, вы хотите убедиться, что на мобильном устройстве вы можете видеть все. Итак, много телефонов возьмут такую веб-страницу и просто уменьшат ее, чтобы она поместилась на экране мобильного телефона, который выглядит примерно так. Сейчас, конечно, это, вероятно, не совсем то, как мы хотим, чтобы она выглядела. В идеале мы хотим, чтобы наша страница адаптировалась к экранам разного размера. Может быть, мы хотим, чтобы заголовок, изображение и текст, если это так, немного выросли, чтобы заполнить весь экран. И поэтому одна простая вещь, которую мы можем сделать, это просто добавить небольшую строку кода в наш HTML-код внутри заголовка нашей страницы, который управляет окном просмотра. Эта строка кода здесь предоставляет некоторые метаданные
данные на нашу HTML-страницу и говорит: «Я бы хотел, чтобы ты изменил видовой экран так, чтобы он соответствовал ширине устройства». По умолчанию многие телефоны будут использовать видовой экран, который на самом деле шире ширины устройства, обрабатывая его так, как если бы они загружали страницу в компьютер, а затем уменьшали ее до размера мобильного устройства. Однако, если вы и ваши веб-страницы укажете, что хотите, чтобы окно просмотра было только шириной устройства, часто страница будет выглядеть намного лучше на мобильном устройстве. Но в дополнение к простому добавлению такой строки, есть и другие реальные изменения, которые мы можем внести в нашу страницу, чтобы она выглядела немного лучше на разных экранах. И один из них связан с запросами СМИ. А запросы СМИ — это все, что нужно для управления тем, как будет выглядеть наша страница, в зависимости от того, как мы отрисовываем эту конкретную страницу, или на каком размере экрана мы отрисовываем эту страницу. Итак, давайте рассмотрим пример того, как мы могли бы использовать медиазапросы, чтобы контролировать, как на самом деле выглядит страница. В зависимости от того, какой тип страницы или какой тип браузера мы используем для ее просмотра. Так что я пойду дальше и открою новый файл, который назову responsive HTML, потому что мы собираемся попробовать создать адаптивную веб-страницу прямо сейчас. А теперь я пойду дальше и просто включу в текст своей страницы большой заголовок с надписью «Добро пожаловать на мою веб-страницу», например. И просто чтобы продемонстрировать, что вы можете сделать сейчас с адаптивным дизайном, я мог бы сказать что-то вроде: «Позвольте мне добавить сюда тег стиля, где я хочу сказать, что если размер экрана определенной ширины, то я хочу стилизовать страницу одним способом. А если размер страницы будет другой ширины, то я, возможно, захочу оформить страницу по-другому». Ты можешь представить, что при уменьшении экрана тебе захочется перемещать элементы, чтобы переставить их так, чтобы страница выглядела немного приятнее на экране мобильного устройства. Итак, мы приведем очень простой пример простого изменения цвета в зависимости от размера экрана. Так что позволь мне прямо сейчас указать это в медиазапросе. А синтаксис медиазапроса выглядит примерно так. Я собираюсь использовать символ собака и сказать медиа, а затем указать, к какому типу медиа я хотел бы применить этот запрос. Я могу сказать что-то вроде: если минимальная ширина страницы составляет 600 пикселей. Другими словами, если ширина страницы составляет 600 пикселей или что-то большее 600 пикселей, что же, тогда продолжайте, возьмите тело и придайте ему красный цвет фона. Но тогда я мог бы также добавить еще один медиазапрос и сказать: знаешь что, для этого медиазапроса позвольте мне дать ему максимальную ширину 599 пикселей. То есть, если размер экрана составляет 599 пикселей или меньше, тогда, может быть, я хотел бы взять тело и придать ему синий цвет фона, например. Так что теперь давай посмотрим, что происходит, когда я беру эту страницу, открываю ее и смотрю, что происходит. Я открою responsive HTML. А вот что я вижу обычно. Я вижу красную веб-страницу, потому что ширина моего экрана превышает 600 пикселей. Но обратите внимание, что происходит при сжатии этой веб-страницы. Если я продолжу сжимать ее, глядя на нее на меньшем экране, в конце концов она станет синей. Если ширина изображения превышает 600 пикселей, оно будет красным. Если ширина изображения меньше 600 пикселей, цвет изменится на синий. Так что теперь мы можем использовать эти медиазапросы для действительно точной настройки того, как наша страница будет выглядеть на различных типах устройств. Если она на большом экране, возможно, вы хотите, чтобы элементы выглядели определенным образом. Если это экран поменьше, возможно, они будут выглядеть по-другому. И вам не нужно просто управлять цветом фона. Вы можете управлять любым свойством C, которое захотите, просто используя эти медиазапросы. Вы можете сказать на большом экране, что вам нужно определенное количество интервалов или отступов. Вы даже можете скрыть элементы на небольших экранах, если хотите, используя определенное свойство C, называемое свойством отображения. Оно определяет, виден ли элемент вообще. И в конечном счете, вместе взятое, это может помочь сделать ваши страницы немного более отзывчивыми. И есть целый ряд различных медиазапросов, которые мы также можем применить к нашей странице. Мы можем проверить, является ли мобильное устройство вертикальным или альбомным. Мы можем проверить, просматривает ли пользователь страницу на экране своего компьютера, или он также пытался распечатать содержимое страницы. Итак, есть несколько различных вариантов, с помощью которых мы должны действительно контролировать, как будет выглядеть страница. Однако в нашем наборе инструментов есть и другие инструменты для работы с отзывчивостью мобильных устройств. И один из инструментов, встроенных в последнюю версию C, называется Flexbox. И Flexbox очень полезен, если у нас есть несколько элементов, которые мы все пытаемся отобразить на одной странице одновременно, которые могут переполниться, если мы не будем осторожны в том, как мы делаем адаптивный дизайн. Если мы действительно не будем осторожны. Давай представим, что у меня есть 6 элементов, которые отображаются на мониторе моего компьютера. Когда ты переводишь это на экран мобильного телефона, ты можешь представить, что все они могут уменьшиться так, что будут едва видны, что-то вроде этого. Это, вероятно, не то, чего мы хотим, например, если мы пытаемся создать адаптивную страницу для мобильных устройств. Так что ты можешь себе представить, как мы можем сделать
сделать немного лучше. Ну, еще одна вещь, которую мы могли бы сделать, это взять эти элементы и сохранить их прежнего размера, но заставить тебя прокручивать их. Теперь это немного лучше. Элементы, которые, по крайней мере, все еще видны. И они достаточно большие на экране, но было бы неплохо не прокручивать их. Что было бы действительно здорово, так это то, что у нас есть все это дополнительное пространство. Я хотел бы иметь возможность обтекать элементы, если мне не хватает для них места. Так что если я переведу эти 6 элементов на экран мобильного устройства, они переводят, но я получаю их примерно в 2 ряда, например, 3 сверху и 3 снизу. А Flexbox — это простой способ реализовать что-то подобное внутри наших веб-страниц. Так что давай посмотрим, как на самом деле может выглядеть добавление Flexbox на нашу страницу. Так что я пойду дальше и создам новый файл под названием Flexbox. HTML. Мы начнем с того же HTML кода. А теперь внутри тела я собираюсь сначала создать div, который будет называться контейнером. И мы создаем контейнер, потому что мы собираемся конкретно сказать, что ко всему, что находится внутри контейнера, я хотел бы добавить Flexbox, чтобы иметь возможность обернуть его так, чтобы вещи могли быть помещены в несколько строк, если мне когда-нибудь понадобится. А теперь позволь мне просто добавить несколько примеров текста. Вот пример текста внутри div для демонстрационного Flexbox. И я повторю это, может быть, раз 12. И я пронумерую каждый из них. Вот 1, 2, 3, 4, и я пронумерую все остальные. Это просто для того, чтобы продемонстрировать, как эти элементы могли бы выглядеть на самом деле. Однако в идеале это были бы разные фрагменты контента. Так что теперь внутри моего тега стиля, вот что я собираюсь сказать, просто для демонстрации. Я скажу: возьми контейнер с идентификатором, опять же хэштег указывает, купи мне что-нибудь с определенным идентификатором. И я хочу отобразить это с помощью Flexbox. И в частности, я хотел бы использовать свойство FlexWrap, чтобы сказать, что если в конце строки недостаточно места для всех элементов, продолжайте и вместо этого оберните эти элементы в следующую строку. А теперь я могу указать некоторые дополнительные C-свойства для divs внутри контейнера. Так что я могу сказать, что для контейнера все div внутри этого контейнера, опять же используя этот дочерний селектор, чтобы получить все div, которые находятся внутри контейнера. Я могу добавить немного C к этому тоже. Я могу сказать: давай придадим им цвет фона, похожий на оттенок зеленого. Я могу дать им определенный шрифт, может быть 20-пиксельный шрифт. Дай им немного полей и отступов, просто чтобы добавить немного места. И возможно, каждый из них будет шириной 200 пикселей. Так что просто добавь немного интервалов к этим отдельным разделам. Важная часть — это вот это прямо здесь, где я сказал, что весь этот контейнер будет контейнером Flexbox. И я бы хотел обернуть его вокруг элементов, если ты когда-нибудь дойдешь до конца. Так что теперь я откроюсь Flexbox. HTML. И вот здесь я теперь вижу 12 элементов, расположенных на нескольких строках. Но обратите внимание, что происходит, когда я сжимаю страницу. Если для них не хватает места, элементы перемещаются на другие строки. Сейчас в любой конкретной строке всего 3 элемента. Сейчас в любой конкретной строке всего 2 элемента. И поэтому я могу использовать Flexbox, чтобы очень хорошо адаптироваться к экранам разного размера. И независимо от того, смотришь ли ты на это на большом экране или на маленьком, контент все равно будет выглядеть хорошо. Потому что я способен быстро адаптироваться ко всему, что может происходить. Так вот, это одна из парадигм верстки, которая существует в C, это верстка Flexbox. Есть и другие макеты, которые существуют. Один из распространенных — это макет сетки в любое время, когда вы хотите расположить вещи в определенной сетке, где, возможно, определенные столбцы должны быть определенной ширины. Но другие, возможно, могут быть немного более гибкими. Я покажу один пример и этого тоже, просто чтобы показать вам, как может выглядеть эта сетка. Так что вот grid HTML, где я пойду дальше, и внутри тела этой страницы дам себе название. Я дам ему идентификатор сетки. А затем позволь мне просто добавить класс div, равный элементу сетки. Опять же класс, потому что там может быть несколько элементов, но я пойду дальше и просто создам целую кучу элементов сетки и пронумерую каждый из них. Так что 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Итак, у меня есть целая куча элементов сетки внутри div, идентификатор которого grid. А теперь я хотел бы добавить сюда немного стиля. Я скажу, что касается сетки, давайте придадим ей цвет фона. Может быть, цвет фона должен быть зеленым. Дисплей будет сетчатым. Я хочу, чтобы это отображалось в виде сетки. А теперь есть пара атрибутов или свойств, которые я собираюсь здесь указать. Может быть, сначала мне нужно немного отступов вокруг сетки. Но важные свойства сетки — это разрыв между столбцами сетки. Сколько места проходит между каждым столбцом? Может быть, я скажу около 20 пикселей. Точно так же есть разрыв в строках сетки. Сколько места проходит между каждой из строк сетки? Может быть, я скажу здесь 10
10 пикселей. И, наконец, столбцы шаблона сетки. Это способ для меня указать, сколько столбцов будет и какой ширины должен быть каждый из этих столбцов. Так что если я хочу, может быть 3 столбца, я могу указать, что первый столбец должен быть размером 200 пикселей. Второй столбец тоже должен быть размером 200 пикселей. А третий столбец может быть автоматически увеличен или уменьшен, чтобы заполнить экран. Поэтому мы будем говорить автоматически. Итак, первый столбец 200 пикселей, второй столбец 200 пикселей, третий столбец, просто делайте это автоматически. А теперь для всех элементов сетки, к которым я также могу добавить некоторый стиль. Я придам им белый цвет фона, просто чтобы отличить их, а также придам им некоторый размер шрифта и немного отступов, и, возможно, также отцентрирую их. Так что просто добавлю некоторые дополнительные свойства C, чтобы все отображалось так, как я хочу. Но самое важное, о чем здесь нужно позаботиться, это отображение в сетке. А затем я уточняю, вот как должна быть выложена сетка, сколько пространства между столбцами, сколько пространства между строками и насколько широка будет каждая из этих строк. Теперь, если я откроюсь Grid HTML, вот как выглядит эта сетка. Теперь у меня есть первая колонка шириной 200 пикселей, вторая колонка шириной также 200 пикселей и третья колонка, размер которой будет динамически изменяться в зависимости от ширины или узкости моего экрана. Так что, когда я уменьшаю экран, третья колонка уменьшается вместе с ним. По мере того, как я увеличиваю экран, он также растет вместе с тем, насколько большим оказывается это окно. Итак, Flexbox и Grid — это очень мощные инструменты, которые мы можем использовать и просто для того, чтобы нам было проще использовать адаптивный дизайн для мобильных устройств. Чтобы наши страницы выглядели хорошо. Не имеет значения, какой браузер или какое устройство использует пользователь для того, чтобы заглянуть на нашу страницу. Но оказывается, что существует множество библиотек, которые делают многое из этого для нас, некоторые люди, которые уже написали C-код, чтобы наш текст выглядел хорошо, чтобы наши кнопки выглядели хорошо, чтобы убедиться, что все реагирует на мобильные устройства. И один из них называется Bootstrap. Bootstrap был очень популярной библиотекой C, которую мы можем использовать для того, чтобы использовать некоторые стили, которые они написали. Так что нам не нужно писать все стили с нуля. Так вот, как выглядит веб-сайт Bootstrap. Я покажу его тебе прямо сейчас, просто чтобы дать тебе пример того, что доступно внутри такой библиотеки, как Bootstrap. Если я пойду в jetbootstrap.com, вот веб-сайт Bootstrap. И если я зайду в их документацию по этой первой ссылке здесь, я смогу посмотреть на все компоненты Bootstrap, к которым мне предоставлен доступ. Это такие вещи, как оповещение, например. Вот предупреждение, оформленное очень особым образом. Оно набрано особым шрифтом. В нем есть определенное количество отступов и определенные цвета. И если я захочу просто скопировать это предупреждение, как только я использую код Bootstrap, я могу просто применить определенные классы к div. И Bootstrap обработает процесс применения правильных стилей для меня. Мне не нужно писать все эти стили самостоятельно с нуля. Bootstrap уже написал большую часть стилей. Так как же ты на самом деле используешь Bootstrap? Ну, чтобы начать работу с Bootstrap, все, что тебе нужно сделать, это скопировать C-ссылку, которую дает тебе Bootstrap, в начало твоего файла. Так что если я возьму ссылку C, а затем вернусь к чему-то вроде Hello HTML, который, как вы помните, изначально выглядел примерно так, просто «Привет, мир», я могу добавить к нему немного начальной загрузки, чтобы сказать: хорошо, я хотел бы взять этот HTML-файл и применить к нему стиль начальной загрузки, чтобы сделать его посмотри немного получше. Вот я и обновил страницу. И теперь ты заметишь, что Bootstrap выбрал для меня пользовательский шрифт, просто чтобы все выглядело немного приятнее в собственных глазах Bootstrap. А теперь, если я захочу добавить элементы начальной загрузки, я могу сказать: хорошо, позвольте мне перейти к их компонентам. И я хочу добавить оповещение. Я могу просто скопировать их код оповещения. Вот их код оповещения для основного оповещения, которое выглядит синим. И я могу просто внутри тела своей страницы добавить оповещение и, возможно, изменить текст на вот мое оповещение, например. Теперь, когда я перезаряжаю Hello HTML, теперь я вижу появившееся предупреждение, оформленное в соответствии со стилем начальной загрузки. И опять же я могу изменить этот стиль, просто изменив эти классы. Так что основное предупреждение отображается синим цветом. Предупреждение об успехе отображается зеленым. Предупреждение об опасности красным. Так что если я хочу выдать предупреждение об опасности, например, пользователь делает что-то неправильно на веб-странице, я могу изменить основное предупреждение здесь внутри моего HTML на что-то вроде предупреждения об опасности. И теперь, когда я обновляю
обновляю эту страницу, я вижу, что предупреждение отображается красным цветом, а не синим. Итак, Bootstrap дает нам доступ ко множеству различных типов компонентов, различным способам добавления панировочных сухарей, предупреждений, каруселей и других элементов на нашу страницу, просто чтобы упростить оформление нашей страницы. Очень-очень быстро, не слишком беспокоясь о написании собственного C, потому что Bootstrap написал многое из этого для нас. Bootstrap даже включает в себя способ сделать веб-страницы адаптивными для мобильных устройств, используя нечто, называемое моделью столбцов Bootstrap. Так что я сейчас покажу тебе пример этого. Bootstrap делит свою страницу на 12 отдельных столбцов. Так что одна вещь, которую я могу сделать, это то, что я поднял это в примере, который у меня есть в Advanced, который называется колонка Zero. HTML. Обратите внимание, что теперь внутри тела моей страницы у меня есть div, класс которого контейнер, а затем div, класс которого строка. А Bootstrap делит каждую строку на столбец из 12 единиц. Так вот, например, у меня есть целая куча дивов, каждый из которых состоит из 3 столбцов. Итак, если у меня будет 4 столбца по 3 единицы, это займет общее количество места, равное 12, что означает заполнение всего экрана. Так что если я сейчас открою исходный столбец Zero HTML, вот как это выглядит. У меня есть 4 колонки, каждая из которых имеет ширину 3. И в результате, когда я сжимаю ее, эти колонки автоматически изменяют размер, чтобы убедиться, что они всегда соответствующего размера. Теперь, пока они складываются до 12, они должны быть не только одного размера. Так что, например, если бы мне нужны были только 3 столбца вместо 4, я мог бы избавиться от 4-го столбца, удалив эти строки. И, может быть, изменим вторую колонку вместо того, чтобы быть колонкой размера 3, давайте сделаем ее колонкой размера 6. Так что вместо этого эта колонка длиной 6. А теперь, если я обновлю страницу, я внезапно увижу 3 столбца, где средний в 2 раза больше, чем на обоих концах. И когда я уменьшаю его, я вижу, что он тоже уменьшается. И одно из преимуществ использования загрузочных колонок заключается в том, что они тоже могут быть адаптивными к мобильным устройствам. Они тоже могут обтекать другие строки, если им когда-нибудь понадобится. Так, например, позволь мне подтянуть столбцы One HTML. Вот, например, я поссорился. А давай посмотрим, что здесь происходит. Вспомни, что каждая строка в Bootstrap разделена на блоки по 12 столбцов. Но Bootstrap, в дополнение к тому, что позволяет мне указывать, сколько единиц должен занимать столбец, также позволяет мне указывать, сколько единиц должен занимать этот столбец в зависимости от размера экрана. Значит, если я нахожусь на большом экране, как указывает LG, это говорит о том, что на большом экране этот раздел должен занимать 3 единицы пространства. И этот раздел тоже должен занимать 3 единицы пространства. И для каждого из этих 4 разделов на большом экране, каждый будет занимать 3 из общих 12 единиц пространства. Так что все они будут отображаться в одном ряду. А что же все-таки происходит на маленьком экране? Ну вот, полковник, для столбца на маленьком экране я сказал, что на маленьком экране каждый столбец должен занимать всего 6 единиц пространства. 6 или половину от общего числа 12, который у меня есть в строке. И поэтому я использую 6 здесь, 6 здесь, в общей сложности 12 в одном ряду, а это значит, что следующие 2, тоже 6-го размера, нужно переходить ко второму ряду. А Bootstrap достаточно умен, чтобы сделать эту математику за меня и выяснить, как именно эти элементы должны быть в конечном счете разложены. Так что теперь, если я открою колонки 1 HTML и посмотрите, что там на большом экране, я вижу 4 столбца, все в одной строке. Но по мере того, как я уменьшусь до меньшего экрана, в конце концов мы увидим, что все меняется. Теперь я вижу, как 3-я и 4-я секции перемещаются вниз во второй ряд, потому что теперь на меньшем экране, когда окно меньше, у меня есть возможность показывать только 2 элемента в любой конкретной строке. Итак, я занимаю первое место в ряду, а затем 2 места в ряду под ним. Так что в целом сейчас есть много разных способов, которыми мы можем использовать C для того, чтобы наши страницы были адаптивными для мобильных устройств. Мы можем использовать модель столбцов Bootstrap, чтобы убедиться, что столбцы перемещаются всякий раз, когда размер окна уменьшается или увеличивается. Мы также можем использовать такие вещи, как Flexbox и сеточная модель, написав собственный C, чтобы наша страница была адаптивной в зависимости от размера экрана, который пользователь использует для посещения страницы нашего веб-сайта. Вот некоторые из очень мощных функций, которые мы получаем, используя только C. Но ты можешь себе представить одну вещь: по мере того, как мы начинаем писать все больше и больше C, будет все больше и больше повторений, вещей, которые появляются снова, снова и снова. И мы уже видели несколько способов, которыми мы можем минимизировать избыточность в C. Мы видели, как мы можем переместить C в раздел «Стиль» нашей веб-страницы. Мы даже видели, как мы можем переместить C в совершенно другой файл. Однако, чего мы еще не видели, так это как бороться с другими типами избыточности.
Так что давайте рассмотрим пример этого прямо сейчас. Давай представим, например, что я хочу стилизовать несколько разных элементов по-разному, но используя некоторые общие свойства. Так, например, позволь мне создать новый файл, который я в данном случае назову variables HTML. И ты сейчас поймешь почему. Я пойду дальше и скопирую hello HTML, но я избавлюсь от всего этого бутстрепа внутри него. Давай представим, что здесь у меня есть, может быть, два списка, упорядоченный список и неупорядоченный список, где в моем неупорядоченном списке есть упорядоченный элемент. Может быть, три неупорядоченных элемента, и в моем упорядоченном списке также есть три упорядоченных элемента. Опять же, просто для демонстрации я показываю, что теперь у нас есть эти два списка. И я открою variables HTML просто чтобы дать вам представление о том, как это может выглядеть. У нас есть три неупорядоченных товара в неупорядоченном списке, три упорядоченных товара в нашем упорядоченном списке. Давай представим, что я хотел бы оформить их немного по-другому. Может быть, внутри раздела «Стиль» моей страницы я хочу оформить неупорядоченный список так, чтобы он имел размер шрифта 14 пикселей и, возможно, красный цвет. И мой список заказов я бы хотел, чтобы размер шрифта был, возможно, больше 18 пикселей, но также и красного цвета. Я хочу сохранить один и тот же цвет для всего текста, но я хочу, чтобы размеры шрифта были разными. Теперь, если я обновлю эту страницу, вот что я увижу. Они действительно разного размера. Упорядоченные элементы списка больше, чем неупорядоченные элементы списка. И все они красные. Но там была некоторая избыточность, некоторое повторение, которое было введено, когда я писал свой C-код. В частности, когда я писал свой C-код, я повторил это использование красного цвета. Если я когда-нибудь захочу изменить цвет с красного на синий, например, мне придется изменить свой код в двух разных местах. В конечном счете я бы просто хотел, чтобы мой C был немного более мощным. И это подводит нас к нашей последней теме сегодня, которая называется языком SES. А SES — это язык, который по сути является расширением C. Это добавляет дополнительные функции к тому, что может предложить C. Просто чтобы сделать его немного более мощным, чтобы мы могли использовать C и манипулировать им таким образом, чтобы это было быстрее. И удалить некоторые повторения, которые у нас могли быть в C ранее. А ведь одна из ключевых особенностей SES — это способность иметь переменные. Так что давай сейчас рассмотрим пример этого. Я собираюсь создать новый файл. Обычно, когда мы создавали наши C-файлы, мы называли их как переменные. C — что-то вроде .c, обозначающий C-файл. SES — это другой язык, хотя. Так что для него потребуется другое расширение. Мы собираемся традиционно использовать .scs, чтобы обозначить, что это файл SES. Так что вот теперь переменные scs. И теперь то, что я могу делать в SES. Это то, что я действительно могу создавать переменные таким же образом, как мы могли бы создавать переменные на языке программирования, таком как Python, что мы скоро увидим. C обычно не поддерживает переменные, но SES даст нам эту возможность. В SES все переменные начинаются со знака $. Так что я могу создать переменную знак $, чтобы создать переменную с именем Kala. И я могу сказать, что переменная с именем Kala будет равна красному. Так что эта строка здесь, строка 1, это мой способ сказать SAS, что я хотел бы создать переменную с именем Kala, и я бы хотел, чтобы ее значение было красным. И теперь я могу добавить тот же стиль, что и раньше. Я могу просто использовать обычный C и сказать, что для неупорядоченного списка я бы хотел, чтобы размер шрифта был 14 пикселей. Но цвет вместо того, чтобы говорить здесь красный, я могу использовать имя переменной. Я могу сказать знак $Kala, чтобы означать, что продолжайте использовать значение переменной Kala в качестве цвета для этого неупорядоченного списка. Тогда для упорядоченного списка я также скажу размер шрифта 18 пикселей и скажу, что цвет также должен быть этой переменной, называемой цветом. Используя переменную, я удалил повторение. Вместо того, чтобы слово red появлялось в нескольких местах моего кода, где мне пришлось бы менять его дважды, если бы мне когда-нибудь понадобилось его изменить. Теперь я определил переменную один раз. И мне нужно изменить его только в одном месте, если мне когда-нибудь понадобится внести изменения в этот конкретный файл. Так что теперь давай попробуем связать этот файл. Мы вернемся к variables HTML. Вместо того, чтобы помещать код стиля здесь, я свяжу таблицу стилей и скажу, что href должен быть variables scs, потому что это файл, в котором существует мой стиль. Так что теперь позволь мне попробовать открыться variables HTML после того, как я свяжу C. И ладно, что-то кажется не совсем правильным. Я указал размеры шрифта. Я указал, что все должно быть красным. Но это не отображается. Все отображается черным. И я не вижу никаких различий в размерах. И причина этого в том, что в то время как веб-браузер, такие вещи как Chrome, Safari и Firefox могут понимать C,
они по умолчанию не могут понимать SCS или SES. SES — это расширение C, которое веб-браузеры не понимают из коробки. Итак, чтобы решить эту проблему, как только мы написали наш файл SES, нам нужно скомпилировать его, преобразовать, перевести, так сказать, из SES в простой старый C, чтобы наш браузер мог его понять. А для того, чтобы это сделать, тебе нужно будет установить на свой компьютер программу под названием SES. И ты можешь установить ее на Mac, ПК или Linux. А теперь в терминале, чтобы выполнить эту компиляцию, я скажу SES variables. SCS файл, который я хотел бы скомпилировать, двоеточие variables. C. Итак, variables. SCS — это файл, который я хотел бы скомпилировать. А файл, который я хотел бы сгенерировать, это variables. C. Я бы хотел превратить свой файл SES в обычный старый C файл. Я пойду дальше и нажму кнопку возврата. И все в порядке, процесс компиляции завершен. И вот теперь внутри variables HTML вместо ссылки на файл SCS я собираюсь ссылаться на файл C в качестве таблицы стилей, потому что мой веб-браузер понимает только C, он не понимает SES. Теперь, когда я загружаю страницу, я вижу результат, которого ожидаю. Все отображается красным цветом, а размеры шрифта разные. Так что в конечном счете это был двухэтапный процесс. Сначала мне нужно было взять свой код SES и скомпилировать его в C. А затем я мог бы связать C с этой конкретной страницей. Но преимущество сейчас в том, что если я когда-нибудь захочу внести какие-то изменения, я хочу изменить цвет, а не менять его в двух местах. Или, как вы можете себе представить, на более сложной странице, например, в десятках или десятках мест, я просто захожу в файл SCS и меняю цвет от красного до синего. Теперь, если я обновлю страницу, все будет по-прежнему красным. И это потому, что я забыл один шаг. Я изменил файл SES. Но это не приводит к автоматическому изменению C файла. Теперь мне нужно перекомпилировать C файл, сказав SES variables. SCS variables. C, чтобы снова скомпилировать файл, используя обновленный файл SES. И теперь я вижу обновленные изменения. И если тебе интересно, как выглядит обновленный файл, я на самом деле смотрю на variables C, чтобы увидеть, какой код там находится. И хотя он немного странно оформлен, ты можешь видеть, что у меня есть UL с размером шрифта 14 и синим цветом. Так что они заменили эту переменную словом blue. И они сделали то же самое для упорядоченных списков. Теперь на практике это будет довольно раздражающе, если я создаю веб-страницу, создаю с использованием SES. Если мне постоянно нужно возвращаться и каждый раз перекомпилировать свой SES в C. Что я хотел бы сделать, так это просто автоматизировать этот процесс. А SES позволяет это легко сделать. Я могу просто сказать SES-watch variables, SCS variables, C. И что это будет делать? Теперь ты видишь, что SES следит за изменениями. SES будет следить за файлом variables, SCS. И если я когда-нибудь изменю свой файл SES, SES узнает об этом. И он автоматически перекомпилирует соответствующий C файл. И вы можете делать это не только с отдельными файлами, но и с целыми каталогами, если у вас несколько разных файлов SES. Теперь я могу сделать следующее. Если в файле variables SCS я изменю цвет, вместо синего я хочу, чтобы он был зеленым, например, я сохраню файл variables SCS. А теперь, ничего не делая, взгляни на мой терминал. SES обнаружила изменения в файле variables SCS, так что это дало мне новую версию моего исходного C файла. Если я сейчас вернусь в свой веб-браузер, обновлю страницу, то весь текст будет зеленым, как я и ожидал. Так что это одна из очень мощных функций, которые дает нам SES. Она дает нам возможность добавлять переменные в наш C-код просто для того, чтобы учесть общие черты. Если есть общие шрифты, общие цвета, общие границы, общий стиль, который я хочу применить к множеству разных вещей, для этого становится намного проще просто использовать SES. И, наконец, мы рассмотрим пару других функций, которые SES дает нам возможность делать. Одна из них — это возможность вкладывать C-селекторы внутрь других C-селекторов. Итак, одна вещь, которую вы уже видели, например, заключается в том, что в C, если бы я хотел стилизовать все неупорядоченные списки, которые находятся внутри divs. Например, я мог бы сказать, неупорядоченный список со стрелкой div, чтобы стилизовать неупорядоченные списки, которые находятся внутри divs. Что сделает SES? Так это даст нам немного более приятный синтаксис для выполнения подобных задач, в частности, позволив нам вложить C внутрь других фрагментов C.
Так что просто в качестве примера я пойду дальше и открою файл, который я уже принес, называется nesting HTML. И вот что мы могли бы увидеть внутри nesting HTML. Вот основная часть страницы. Внутри тела страницы у меня есть div, внутри которого находится абзац внутри div, а также список, неупорядоченный список или UL, который также находится внутри этого div. А еще у нас есть абзац, который находится за пределами раздела, и список, который находится за пределами раздела в дополнение к этому. Так что несколько различных элементов, некоторые из которых расположены внутри других элементов. И что я хотел бы сделать, так это быть очень точным в том, как я оформляю эти страницы. Что CSS позволит нам сделать, так это написать файл CSS, который выглядит примерно так. Давай посмотрим, что он делает. Он говорит, что для всего div я хотел бы придать этому div размер шрифта 18 пикселей. А затем то, что C обычно не позволяет нам делать, но мы можем сделать сейчас, используя силу CSS, это, скажем, для любых абзацев, которые находятся внутри этого div. Продолжайте и придайте этим абзацам синий цвет. И для любых неупорядоченных списков, которые находятся внутри div, придайте этим неупорядоченным спискам зеленый цвет. Вложив эти селекторы C в другие, мы смогли донести идею о том, что я хочу стилизовать абзац только в том случае, если он находится внутри div. А это просто немного более приятный и чистый синтаксис для выполнения некоторых из этих более сложных задач по стилизации, которые могут возникнуть. Так как же это выглядит на самом деле? Если я возьму этот CSS-файл и превращу его в обычный C, каков будет результат? Ну что же, давай посмотрим. Мы можем попробовать это, позволив мне зайти в мою вложенную папку, где расположены все эти файлы. И если я запущу CSS nesting, превратите его в nesting C, теперь давайте откроем nesting C и посмотрим, как это выглядит. Вот это превратилось в то, чтобы взять все дивы, дать им размер шрифта 18 пикселей. И затем мы используем ту же нотацию селектора потомков, которую мы видели раньше, где все абзацы внутри divs должны быть окрашены в синий цвет. Все неупорядоченные списки внутри div должны быть окрашены в зеленый цвет. И это безусловно работает. И мы могли бы просто написать этот C с самого начала, но он может быть немного чище, немного легче читаем, чтобы использовать CSS. Чтобы действительно сказать, абзацы внутри divs должны быть структурированы таким образом, неупорядоченные списки оформлены каким-то другим способом. И использование этого подхода ничего часто облегчает просмотр этой страницы с CSS и действительно понимание того, как весь код разных стилей взаимодействует друг с другом. Так что после всего этого, если я откроюсь nesting HTML, мы могли бы увидеть что-то, что выглядит примерно так. Абзац внутри div и список внутри div, они оба получают изменения в том, как они были оформлены. Но в отличие от них, эти абзацы за пределами div и список, который также находится за пределами div, оформлены немного по-другому. Итак, теперь мы увидели две функции внутри CSS. Мы впервые увидели возможность иметь переменные, чтобы убедиться, что мы не повторяемся во многих местах кода. А теперь мы увидели возможность вложить C-селекторы друг в друга, используя преимущества CSS. И, наконец, мы рассмотрим одну последнюю функцию, которую CSS собирается нам предоставить. И это то, что называется наследованием. Если у нас есть определенные селекторы C, которые связаны с другими селекторами C, но они могут добавлять некоторую дополнительную информацию. И в этом случае я действительно собираюсь сначала показать вам готовый продукт. Так что давай перейдем к наследованию и позволим мне открыться Inheritance HTML. И вот, ты видишь, я попытался почти реализовать предупреждающие сообщения в стиле Bootstrap в HTML. У меня вверху есть сообщение об успешном завершении, предупреждающее сообщение, а затем сообщение об ошибке. И каждое из этих сообщений, как ты заметишь, оформлено по-разному. В частности, каждое из них разного цвета. Но несмотря на это, у них много общего. У них общая граница, у них общий шрифт, у них общий размер, и многие другие свойства являются общими для этих элементов. Просто в них есть некоторые вещи, которые немного отличаются друг от друга. Я мог бы написать 3 разных C-селектора, чтобы справиться со всеми этими случаями, но там может быть некоторое повторение. Так что вот что я могу сделать, воспользовавшись преимуществами функций, которые дает мне CSS. Позволь мне пойти дальше и посмотреть на Inheritance, чтобы посмотреть код для этого. И на первый взгляд это выглядит немного загадочно. Но вот что я определил. Я здесь определил, используя знак процента, что это будет общее сообщение,
нечто такое, что я могу расширить позже, чтобы добавить дополнительную информацию. Все сообщения, будь то сообщения об успехе, сообщения об опасности или предупреждающие сообщения, все они будут написаны одним и тем же шрифтом. У всех у них будет одна и та же граница. У всех у них будут одинаковые отступы и поля, интервалы вокруг и снаружи. Но каждое конкретное сообщение будет немного отличаться. Чем же они отличаются? Ну что же, давай посмотрим сюда. Все, что имеет класс успеха, я собираюсь сказать, расширяет это послание. И расширяя это сообщение, я имею в виду, что все, что имеет класс успеха, унаследует все эти свойства C, шрифт, границу, отступы на полях. Но это добавит к нему дополнительную информацию. В частности, мы собираемся добавить цвет. Мы собираемся сказать, что для сообщения об успехе цвет фона будет зеленым. Я расширил основы того, что такое сообщение, но сказал, что у этого сообщения, в частности, есть некоторый дополнительный стиль, который мы собираемся ему также присвоить. И два других сообщения ведут себя очень похоже. Мое предупреждающее сообщение расширяет сообщение, но вместо этого говорит, что цвет фона должен быть оранжевым. И, наконец, сообщение об ошибке также расширяет сообщение. Но на этот раз оно дает нам вместо фона красный цвет. Так что теперь, когда ты скомпилируешь все это вместе в Inheritance C, который я скомпилировал заранее, вот как это в конечном счете будет выглядеть. Это переводит то, что я написал в высказывание. Хорошо, успех, предупреждения и ошибки должны обладать всеми этими свойствами. Но успех также должен иметь этот цвет фона, предупреждение должно иметь этот цвет фона, ошибка должна иметь этот цвет фона. Так что, опять же, мы могли бы написать этот C. В SES нет ничего такого, что мы не могли бы написать сами, используя C. В SES мы просто немного упростим выполнение многих из тех же вещей. Так что мы сможем писать вещи с немного более приятным синтаксисом, сказав, что сообщение об успехе наследуется от сообщения, но добавляет цвет фона. И точно так же сообщения о предупреждениях и ошибках делают то же самое, но с более простым синтаксисом и немного более приятным синтаксисом. Так что позже мы можем позволить компьютеру взять код SES и вместо этого скомпилировать его в C. Так вот, это некоторые из основ того, что мы видели при создании веб-программ с использованием HTML и C. Мы увидели, как мы можем использовать HTML для описания структуры нашей веб-страницы, решая, что будет отображаться на странице. А затем мы рассмотрели C и как C можно использовать для оформления нашей веб-страницы различными способами, добавляя пользовательские стили, такие как цвета и макеты. Но также думая о таких вещах, как адаптивный дизайн, например, о том, что происходит на экране мобильного устройства или планшета, и следя за тем, чтобы наши веб-страницы хорошо выглядели на этих экранах. И, наконец, мы взглянули на SES, расширение для C, которое добавляет ряд дополнительных функций, таких как переменные, вложенности, наследования, которые еще больше облегчают нам написание стиля, который мы можем применить к нашим веб-страницам. С этого момента мы собираемся перейти к рассмотрению того, как мы можем использовать HTML и C в более крупных веб-приложениях. Поскольку мы начинаем внедрять другие инструменты, такие как Python и JavaScript, а также другие языки и фреймворки в целом. Так вот, это и есть веб-программирование на Python и JavaScript. Увидимся в следующий раз.